привет, с вами Элли, и мы сегодня с вами начинаем проходить Moonveil от разработчиков Duskwood. Давненько мы с вами не виделись, не слышались. Учитывая, что с конца проходки Duskwood, по-моему, прошло несколько лет, расскажите, как вы, что у вас нового, как вообще произошло, как жизнь, как родственники, как ваше самочувствие ментальное. Обязательно, потому что я очень рада, во-первых, снова записывать видео на этот канал, я очень рада записывать проходку. Я немножко нервничаю, потому что, я, во-первых, давно этого не делала. Мне какие-то эпизодические видео, которые у нас за это все время выходили, они не считаются за регулярный профессиональный контент, потому что, оно так не работает. Я давно забросила YouTube, но ради Moonveil, Duskwood и всего остального, и, конечно же, ради вас, мы чуть-чуть возрождаем этот канал. Немножко нервничаю. Я немножко нервничаю, потому что трепетно. У меня вообще никакого сетапа здесь не было. На другой квартире, где я снимала еще Duskwood и финал, и все остальное, там все было готово для съемок. Знаете, мне нужно было просто нажать кнопочку, а сейчас мне пришлось как-то прибраться, здесь что-то поставить на фон, вспомнить, что, оказывается, нужно что-то ставить на фон. Короче, я очень рада вас всех видеть. Рада, что мы снова погрузимся в детективную новеллу и возможно, увидим некоторых наших друзей. Обязательно готовьте чаечки, кофеечки, всякие печеньки, потому что я намерена сделать следующие, как минимум 40 минут, а может быть и больше, потому что я не знаю, какого размера первая серия Moonveil. Интересный и прикольный, и это все остальное. Окей, сильно видно, да, что я нервничаю, потому что я что-то, все. Во-первых, мои дорогие, обязательно ставьте лайк этому видео, если вы ждали Moonveil, если вы ждали прохождения Moonveil на этом канале, если вы давний фанат Duskwood, обязательно отпишитесь об этом в комментариях, если мы вообще с вами проделали большую journey, путешествие, по Duskwood вместе, и вы сейчас пришли смотреть Moonveil только потому, что я до этого проходила Duskwood. Обязательно пишите это в комментариях, очень буду рада услышаться, увидеться, Лайк сказала, комментарий сказала, про подписку сказала, и... наверное, погнали! Это киса у нас тут идет. Куда идет? Пока еще не решил, куда идет. Не дошел до нас. Киса. Короче, погнали. Все, хватит. Я чуть-чуть заходила в эту игру, но я буквально остановилась здесь. Нажимаю. Я очень рада. This is your story. Я надеюсь, что это они все сняли. Что это актеры, что это разрабы все это сняли, потому что выглядело прикольно. Я знаю, что первые... Здравствуйте! Здравствуйте! +7, а почему не весь номер? Почему? Кто это? У нас 30 алмазов, 250 монет. Ага! Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, уровень 1. Баллы за успех. Первый эпизод, ни хрена себе сколько тут наград. Общее, красноречие, тогда я пойду коротким путем. Перепрыгни уровня 5 мини-игр, выполни ходы в 500 в мини... Так, ладно. Приложение. Я знаю, что здесь под зелененьким должна быть ссылка на то, как фармить эти самые алмазики. Так, что по ценам? Пакет для начинающих 9 евро. 125. За 100 евро, господи, как дорого. Страшно. Так, я поняла. Ладно, в принципе, выглядит по-божески. Не то, чтобы прям такое сильное обдиралово. Понятное дело, что если вы вдруг из России... Ребята, забыла сказать. Буду душнить прямо здесь. Если вдруг вы смотрите из России... Пожалуйста, смотрите с VPN для того, чтобы сказать спасибо, Лиза, за то, что ты тоже проходишь Moonveil, мы можем это все видеть. Потому что, я походила, это бесплатно. Поэтому будет очень приятно, если вы включите VPN, посмотрите вставленную рекламу. И если вдруг вы с премиума, то все окей. Каким-то образом купили. Заранее большое спасибо. Так, в принципе, мы пока еще так настроить. Я очень люблю копаться. Аватарка.
Так, аватарка. Это я. Это, видимо, я. Так, открыть сейчас. Давай. А, нет, не буду. Подожди. Так, заглавие. Тут какие-то люди. А, это моя, типа. Это моя аватарка, я правильно понимаю? Рамка. Ой, фон еще есть. Слушай, какой пиздатый фон. Ладно, это мы все настроим, это все у нас будет красиво. Подожди, стой. Уйди. А как вернуться? Блять, вот завершено. Все. Так. Ну, я подкупила. Ну, я чуть-чуть подкупила. Ну, чуть-чуть, чтобы вот, знаете, как-то поприятнее было нам. Да, это все мне давай. Так, все, обратно. Давайте читать. Все, давайте собрались читать. Если вдруг мое прохождение, на всякий случай я скажу, что если вдруг мое прохождение, я очень много говорю вначале, отличается от того, что вы привыкли видеть в Дасквуде, я просто напоминаю вам, что прошло 3 года, я не помню, как правильно, как я раньше делала проходки. Поэтому будем просто от сердца. Здравствуйте, молодой человек. Привет. Так кто ты? Зеленоглазый мужчина. Привет. Но он симпатичный, он очень симпатичный. Я хочу сказать вам, девочки, да. Здравствуйте. Сап. Что надо? Скажи мне, что надо тебе, мой дорогой? Благодари меня полностью. Что бы ты мне не хотел сказать, благодарность я всегда... Нет, мы не будем спрашивать. Нельзя спрашивать, за что ты благодаришь. Понимаешь, благодарности, они как ветер. Они должны лететь тебе в лицо без каких-либо усилий. Ладно, за что? Я спрошу, за что? За что, мой дорогой? Потому что ты встретил Адама. Встретила! Я мимо проходила, я женщина. Потому что ты встретил Адама. Я вообще, я в душе не ебу. Кто ты? Адам из... Кто это? Redgal Pines. Я вообще в душе... Почему все эти красавчики внезапно начинают писать про что-то, к чему я не имею никакого отношения? Окей? Я помню, что в начале Дасквуда тоже были очень странные диалоги. Я помню. И здесь тоже. Здесь тоже странные диалоги. Вообще-то это я должен был забрать Адама, потому что у него машина сломалась. Я здесь, а его и след простыл. А я-то здесь при чем, красавчик мой, золотко мое, зеленоглазая моя булочка. Ну как же ты могла забыть? Он только что был в сети. Написал, скорее всего. Ничего не объяснил и переслал мне твой номер. Original. Это оригинальный подкаст. Я все поняла. Нас пытаются снять. Не на камеру. Нас пытаются снять. Все. Неправильный номер написал. Нет, подожди. Я вообще не... Я в душе не ему. Вот вместо того, вот, понимаете, это часто... В Дасквуде, да, если ты проходил Дасквуд, была история с чеком. Была история с тем, что, типа, нам это объяснили, что наш номер был там, потому что там был чек, и это все, ну, супер просто. Я, значит, сейчас спросим, знаешь, что я думаю? Это сейчас где-то рядом. Нет. Ты хотел ко мне подкатить. Нужно сказать, чел, это хреновый способ знакомства. Ты мог бы выдумать что-то про ангелов из пекарни? Я не знаю. Ну, давайте, ладно, скажем, что, типа, он едет к тебе. Здесь нету моего ответа. Алло? Здрасте. Да, слышу. Алло! Алло, говорите! Алло, я здесь! Бля, он плачет, простите. Так. Да я слышу тебя, мой красавчик, я слышу. I'm sorry. Я ничего не поняла. Что-то про Гринсайд там было. Ну, понятно. Наш номер просто эта знаменитая мимо проходила из Дасквуда, которая разгадала. Нашла Джейка, все разгадала. Все это сделала. И вот нам поэтому пишут. Извини, что помешал. Вот скажите мне, в чем логика? Смотрите, вот я сейчас буду придираться. Значит, этот чел мне позвонил.
сказал, там какой-то номер. Скинул ему его знакомый, только что был в сети, значит, куда-то поехал. Вот вообще левый человек. Вот представим, что у нас есть другая жизнь. И нам позвонил другой какой-то номер. Ну, то есть 2 разных номера. Почему мы пишем этому челу, а не просто забиваем болт на это все? Я не знаю. Я не знаю. Просто так. Просто так. У меня нету никаких данных ни про Гринсайд. Я не знаю, как зовут этого чела. Ну, точнее, я-то знаю, но я не знаю, как зовут этого чела. Почему я пишу этому челу? Я хотела спросить, что ты собираешься делать. Нет, мне кажется, вот смотри. В Дасквуде, да, сейчас будем сравнивать, буду душнить, мимо проходила, была очень постепенно вовлечена в процесс, а сейчас мы за какой-то хер переписываемся с этим челом. Зачем? Мы еще что-то у него спрашиваем. Что-то мне как-то пока не нравится. Ну как же, я вот думаю еще раз обойти парковку на всякий случай. Что я не чувствую вовлеченности в происходящее. Ты составишь мне компанию еще ненадолго. По крайней мере, пока я тут осмотрю все. Нет! Ладно, тут хотя бы есть вопрос, если ты скажешь мне почему. Адам переслал мне твой контакт. Ну окей, хорошо, это потрясающе. Зачем? Я не знаю, что он тем самым хотел сказать. Я тоже не знаю. Золотко мое. Золотко, кстати. Но спорим, в этом есть какой-то смысл. Это не просто недоразумение. Я ничего не буду говорить. Я думаю, что это какая-то хрень. Ну, то есть, смотрите, мой контакт, окей, кто-то что-то пересылает. Я все еще думаю, что пацан хочет со мной познакомиться. Все еще думаю, что пацан хочет со мной познакомиться. И это странно. Зачем ему какой-то странный номер? Ему кто-то ответил. Ну, то есть, this is so fucked up. В Дасквуде нас сразу обвинили в том, что мы что-то сделали с кем-то. И мы такие, нет, подождите, нам нужно как бы снять обвинение. На секундочку. А здесь просто вообще левый звонок ко мне прошел. Левый абсолютно звонок. Я не обязана ему сообщить. Может быть, понимаете, может быть, это пранк. Может быть, я в полицию отдельно звоню, я не знаю этого чела. У него просто друг ушел, и все. Ладно, я на связи. Ну так и быть. Ты мне не нравишься, но так и быть. Что ты там мне пишешь? Пожалуйста. Да обращайся, я же, Извини за неудобство. Не надо благодарности. Нет, зайка, не надо благодарностей. Я не помираю со скуки. У меня нету к тебе эмпатии. Я тебя не знаю. Что ты ко мне пришел? О, парковка у Гринсайда довольно компактная. Окей, ладно, теперь мы можем связать 2 звонка. Звонок и вот этого чела. Странно только, что сегодня ночью здесь так темно. Просто пошел пешком. Твой Адам. Тогда бы он шел по дороге прямо навстречу мне. Потому что там только одна дорога. Он не мог. Там другие заборы какие-то. Разве что... Чё? Ладно, теперь я заинтересована. Теперь мы хотя бы знаем, что такое Гринсайд. Вообще-то есть одна дорога в Редлок. Но Адам точно бы не пошел по ней. Откуда ты знаешь? Откуда такая уверенность? А что ты так хорошо прямо его знаешь? А вдруг он пошел, да? Так, и часто вообще вот Адам пропадает. Скажи мне. Тогда, наверное, мне лучше уехать. Слушайте, учитывая, что он только что был в сети, переслал наш номер, а потом нам позвонил. This sounds so smells fishy. Была у меня тут одна ситуация. Короче, тут вчера шла, значит, в магазин. Иду, тут меня останавливает местный голландец, такой высокий, голубоглазый, блондин, и говорит мне, что у него захлопнулся скутер и сел телефон, а в телефоне приложение, которое открывает хранилище скутера, и скутер заходит. И нет ли у вас этого приложения, так как мой телефон сдох, мне нужно забрать оттуда iPad. И я такая, this smells fishy, very, very fishy. Что-то не то. Хотя, возможно, такие приложения есть, я-то скутером не пользуюсь, у меня не то, чтобы я такой богатенький буратино, чтобы у меня был скутер. Вот это тоже smells fishy. Ладно. Так, слушай, что там? Послушай меня. Алло. Пиши, вот, хорошо пишет. Извини, я как раз споткнулся. А камень, на всякий случай, не о труп. Вообще нет. Нет, не о камень. А во что ты там споткнулся? До сих пор не давать о себе знать не было дурной привычкой Адама. А Евы? Ладно, все тупые шутки. Здесь действительно ужасно темно. Чел, где ты там ходишь?
А ты уверен, что это не шутка? Уверена. Уверена. Спроси меня, как зовут. Что Адам не выскочит сейчас из кустов, чтобы испугать меня. О, это была бы плохая шутка. Не надо так делать. Это очень страшно. Очень страшно. Не надо. От него вполне можно такое ожидать. Какой-то странный у тебя групп. Хотя, наверное, он бы не вызвал меня к Гринсайду для такого. Блин. Ну, теперь я вижу, вот понимаешь, он, когда впервые упоминает Гринсайд, нужно вот тут же вариант, ой, слушай, мне, походу, он позвонил. Кто-то позвонил с незнакомого номера и говорил что-то про Гринсайд. Понимаешь, это не в момент звонка нужно делать. Понимаешь? В момент звонка я не могла их сконнектить, по-моему. Если он сейчас мне писал про Гринсайд, а я такая невнимательная лабутень, то тогда моя ошибка. Но, по-моему, до этого я не могла их сконнектить. Я видела Гринсайд и все. Ты вообще сам из Red Lock Price? Нет. А ты... Я не знаю, а в чем... Мне что-то сложновато. А ты в этом уверен? Я как-то не особо задумывался об этом до этого. О чем? В чем я уверена? В чем он уверен? Он бы не вызвал меня к Гринсайду для такого, от него вполне можно было ожидать. А ты в этом уверен? Как-то не задумывался об этом, но обстоятельства вынудили меня думать, что ты оттуда. Мне кажется, это тупой перевод. Тогда ты не знаешь, что такое Гринсайд. Вот это да. А я только говорю с тобой о нем, как если бы это было само собой разумеющимся. Ну ладно, расскажи. Ну что за Гринсайд? Вдруг это что-то полезное? Нам тут с вами долго сидеть. Если что, я артачусь, понимаете, не потому что я такая вредина. Я артачусь, потому что вот если я так, в принципе, в новеллах выявляю ошибки. Если нелогичный вопрос, нелогичный ответ. Правда, в чужих новеллах, не в своих. Ха! Вот это я сказала. Гринсайд — название горы. Здесь есть парковка, а чуть подальше наверху смотровая площадка. Но ты сейчас на парковке. Правда же? Ты на парковке? Так точно. Ой, смотри, какая-то военная есть такая черта. Ну, мальчик-то симпатичный, ну-ка, давай-ка посмотрим. Ну, симпатично. Потому что Адам просил меня забрать его отсюда. Ну, давай, так, может быть, начнем с того, что ты найдешь его машину. Там парковка. Адам как-то туда добрался. Давай найдем его машину, чел. Да уж, и кроме того, и рассказывать больше не о чем. Разве что о том, что это уединенное место привлекает всяких разных людей, особенно ночью. А который у тебя там час? А ну-ка, уже за полночь. Вот ты, я так понимаю, есть тот самый разный человек. Окей, уже за полночь. 12 часов 7 минут. Так, ну ты только что упомянул смотровую площадку. Может быть, Адам там? Слушайте, по-моему, у нас была гора в Дасквуде, где, типа, в финальных уже эпизодах. Не думаю. Почему? Это слишком далеко в горах, и добраться туда можно только пешком. И если бы он был там наверху, то его машина стояла бы где-то здесь, на парковке. Понятно. Так, ну хорошо. Это уже что-то. Вот видите, вот мы спросили про машину нам отчитались. Хорошо. Специально бесплатно за Адамом должок? Хорошо, конечно. Речь о большом деле? Почему? Ладно, давайте возьмем речь о большом деле. А это как? Это как на мужском? Это хихи или это хихи? Или это... Что ты имеешь в виду? Ему придется называть своего первенца моим именем. Я не знаю! Что? А как хорошо, что никто не знает. Что? Заботиться о том, что ребенка Адама назвали... Thank you. Подожди, а мне прибавили какого-то... Не прибавили алмазов? Или я уже опоздала с этим предложением? Или даже, может быть, всех своих детей! Всех своих детей так нужно сделать. Какое скромное предложение. Ну да, это так. Всех, значит, Эл, Ли, двоих. Больше двоих ему нельзя иметь. Все. Опять новый запрос в чате. О, чел, ты мне звонил. Ты Адам. Адам. О, прости, пожалуйста, Киза, я тебя не хотела трогать. Я вот так вот другу сюда. Тут Киза спит. Я показывала тебе. Адам. Мы тебя ищем. Алло. Тебе помощь нужна? Скажи мне.
Здорово. The call went through. Finally. I'm so sorry. Да ничего страшного, ну не переживай. I hoped it would never come out like this. I won't be making it to the green side anymore. I saw him. It was in the forest, В лесу, если что. shadow of the trees. Forest — это было лес. The darkness. Чел, ты по фактам говори. Что ты конкретно? Лицо, имена, пароли, локацию скинь. I know it's absolutely impossible, but he was there. I saw him. Чел, все будет нормально, просто скинь локацию свою. Я отправлю этому другу твоему и Means все. there's only one thing left for me to do now. I have no choice. But it also means I cannot help you anymore. You'll have to make it on your own now. Even though it will be hard. Even though it might seem absolutely impossible. Чел, It's конкретно. up to you now. А мне будут платить за детективные расследования, потому что, ну, Дасквуд, окей. Подожди, сейчас, ладно, хорошо, не будем пугать человека. А мне будут платить за детективные расследования, потому что мимо проходило, никто не платит за детективные расследования. В Дасквуде, окей, это была, ну, какая-то такая история интересная, да? Уйди, пожалуйста. Подожди, киш. Подожди, я веду диалог, монолог, не знаю, что я веду. В Дасквуде это была какая-то, ну, natural thing, да? Та самая девочка из-за границы. Нас просто втянули, то есть, да, нас обвиняли в убийстве, нам нужно было как-то выпутываться, а здесь у меня такое ощущение, что мне только что прилетел неоплачиваемый заказ на расследование. Где мимо проходило, нужно открыть детективное агентство. Мимо проходило и Ко. Ко будет Джейк, если он вдруг появится здесь, потому что у нас, you know, есть код. Я здесь. Меня тут кое-что отвлекло, you know. Сейчас нас спрашивают, что случилось. Ты знаешь? Мне только что позвонили. К счастью, мой мобильный записывает видеозвонки. Оно. Отправить файл. Знаешь Черика? Знаешь? Имена, пароли? Знакомый что-то? Это тот Адам. Это тот самый. You know. Это такая щекотливая ситуация получается. О чем это нам говорит? Ты что, Джейк? И что случилось с качеством? Я тебе отвечаю, просто Джейк такой все время, о чем это нам говорит с тобой? Ладно, нет, шучу, я не думаю, что это Джейк. Но хотя, если Джейк вот такой, он плотненький мужчина, нравится мне такие, да. Причина не в моей записи. У меня с моей стороны было все потрясающе. Давай подумай. Ну что здесь может еще не так быть? Тут куча всего не так. Мне кажется, Адам просто решил пранкануть всех знакомых. Короче, я тебе рассказываю, как это будет. Адам всех пранкует. Он нашел телефончик, мимо проходила, и всех сейчас будет пранковать о своем исчезновении. Там была какая-то в Дасквуде легенда про какого-то чела, который живет в лесу, что-то всех убивает. Там целый видеоряд был, я помню, под это все. И вот чел решил просто всех пранковать. Но теперь мы хотя бы знаем, что он делал в этом месте. Адам был здесь ради тебя, он хотел встретиться с тобой у Гринсайда. I do not understand, my honey. Oh, honey, I do not understand. Я не понимаю этого. Я его вообще не знаю. Я даже не в Гринсайде. Я не в Гринсайде. Со мной никто ни о чем не договаривался. До сегодняшнего вот афтенуна, да, до сегодняшнего полдня, а у тебя полуночи, уже автоматически у нас разница 12 часов, я никаким образом не могла быть в Гринсайде.
Объяснить это может, наверное, только с Амадом, но для этого нам нужно его найти. Можно я свяжусь с тобой через какое-то время? Через какое? Конкретно сколько? Час-два? Я успею покушать? Не дольше, чем пара минут. Ну ладно, напишу. Пару минут я вот кофеечку попью пока. Я пока попью кофеечек. До связи. Пока. Ну что это там, вот это вот распинаться, что-то такое, не в сети. Так, снова в сети. Здравствуйте. Что ты забыл, мой сладкий? Ты забыл сказать мне, как тебя зовут? Реально, я же не представился. Я угадала. Ха-ха. У меня это вот так звучит. Я тоже это заметила. Как тебя зовут-то, мой мальчик? Нет, серьезно это. Или это. Я Эрик. А я женский мимо проходила. Использовать код. Господи. Стой, использовать код. Не смотри. Ввела. Здравствуй, мимо проходила. Здравствуйте. Так, там было 157, 158. Один дали. Здравствуй, мимо проходила. Здравствуйте. Это я. Здравствуй, Эрик. Это я, тот самый знаменитый детектив, который разгадывает дела на вот так вот. Еще кое-что. Так. Ты можешь мне позвонить, если рядом снова вдруг появится у тебя... А ты мне позвони. Само собой. Я ничего не буду говорить, нахер говорить это, береги себя, кто это вообще, что это вообще, зачем это вообще. До свидания, да. Все, Эрик не в сети. Так, один из многих. Что это значит? Получи свой первый контакт. Из многих. Проходи. Знаменитость. Я не могу ткнуть сюда. Так. Кстати, а что у нас тут? О, эти штуки можно менять. Хорошо. Ежедневный входус. Так, вот, входус. Бонус за входус. Ежедневный бонус. Дай 20 ответов. Я не очень поняла. Посмотри 2 рекламных клипа плюс 2. Заработай еще звезды в играх, чтобы продолжить. Мимо проходила. Подожди, мне дали подарочек. Пришел, увидел, выполните свою первую мини-игру. Мне нужны все алмазы. Мимо проходила. Здравствуйте, Эрик. Эрик, мимо. Знаете, очень странно, если честно. Я никогда ни с кем так не здоровалась, что они такие мне говорят: Лиза. Я такая: Максим, Илья, Денис. Я так, ну, то есть, это ответ чисто, если тебе говорят: да, Лиза. И ты такой: да, что? Можно тебе позвонить? Звони. Так, киса, ты тут лежишь? Oh, hey. Здорово. I got worried there for a sec. I thought I lost reception. I don't know if I mentioned it, but there is another way to Red Lock. But it leads straight through the forest and nobody uses it. I don't think Adam would be here. Right. There's something over there. Поверни камеру. Какого хуя ты вообще попёрся в лес один? Без фонарика. Норик такой прикольный. It's Adam's car. Nice. Nice. Hey, Adam? Adam?
Девочки, оцениваем Эрика от 1 до 10. Пока он меня не слышит на звонке. Напишите в комментариях. Меня не забывай, пожалуйста. Про меня не забывай. Полицию вызывай. Позвони в полицию, организуй поисковую группу, учитывая, что он мне позвонил, и он где-то там шляется и что-то задумал, набери полицию, чтобы они искали человека в лесу ночью, если так надо, с палками, прощупывая почву. Пойдем звонить в полицию. Вот это совсем нехорошо. А это вызывает беспокойство. Давай я обойду вокруг машины разок. Ну, давай. Я не думаю. Значит, смотрите. Если это не пранк, последнее, что ты хочешь, это орать в темном лесу в незнакомой местности имя чувака, если вдруг он в беде. С другой стороны, Адам не был в беде, когда он нам позвонил. Он просто такой, типа, я его видел, бла-бла-бла. Позвать или не позвать? С другой стороны, если... он не выглядел так, что он в беде. Там был кто-то. Если что, может быть, наоборот, типа, не накинуть. Позовем. Хорошо. Позовем. Обязательно скажи. Алло! Что там кричат у нас? Марко Поло. Адам что-то какой-то странный. Черт побери. Так, что там? Его здесь нет. Ты успел обшарить весь лес, а в багажнике ты проверял? Может быть, он в багажнике? Сейчас я действительно забеспокоился. Но с ним было все нормально на камере. Я имею в виду, это же машина Адама. На камере с ним было все нормально, а мы тут в такой глуши. Куда он мог отсюда пойти? Почему он ушел? Гениально. Почему он ушел? Окей, знаешь что? Я лучше... Джиш, мне нравится Эрик. Ты чувствуешь разум? Да, это будет лучше всего позвонить в полицию. Мой друг пропал. Знаете, на самом деле есть... Когда-то давно было правило... типа 3 дней, что типа человек должен 3 дня не вернуться домой для того, чтобы полиция объявила его в розыск. И это делалось, потому что не было телефонов, GPS, еще чего-то, потому что действительно человек мог просто куда-то пойти и просто не сообщить кому-то, да, потому что была плохая связь. Сейчас этого правила не существует. Если вдруг вы думаете, что ваш знакомый пропал, и есть причина там, по-моему, то есть 3 часа человека нет, он там не отвечает, то, в принципе, это может быть причина, то есть, да, не 3 часа, тут я уже, кстати, в деталях не буду выдаваться, но, короче, правило нескольких дней, оно давно устарело. Правило даже суток, по-моему, давно устарело, потому что очень доступная везде связь, вот. Подожди-ка. Так, поторопись. Там наверняка перевод такой, wait a minute. И скажи им, чтобы они послали кого-то к Гринсайду, что это экстренный случай, вообще ты справишься. Что они послали кого-то к Гринсайду, конечно. Вдруг что-то случилось. Ну, либо Адама арестуют за пранк. Так, алло, будут какие-то эти подвижки? Давай. Хорошо, понятное дело. Мимо проходила, фигни не посоветуют. Они вышлют машину. Надеюсь, они нам помогут. И он тоже надеется. Ну, видите, какая надежда у нас здесь. А что теперь? А что делать-то? Ничего, я же не могу тут просто сидеть, сложа руки и ждать. Это именно то, что ты должен делать, если сидеть, сложа... хотя... Не знаю, просто понимаете, учитывая, что он в лесу, в незнакомой местности, на дороге, про которую он даже не знал, вот это проблема. То есть, окей, если ты, там, не знаю, 10 лет живешь на опушке какого-то леса, каждый день туда ходишь, ты знаешь там все, даже тогда можно заблудиться. Окей, если ты идешь на поиски какого-то человека, будь уверен, что у тебя включится какая-то связь, да, вот, например, скинуть свою геолокацию, я его проходила. И мне проходила, скажет, смотри, вот здесь человечек пропал. Нам нужно еще раз проверить все факты, чтобы ты мог подготовиться к разговору с полицией. Да, хорошая идея, конечно, хорошая идея. Когда Адам позвонил мне, было еще светло. Нет, телефонная связь с Адамом была просто ужасная. По-моему, там не было светло, честно, было темно. Он довольно далеко от радиомачты. Мне звучит неплохо. Вполне возможно. А у тебя, наоборот, проблем со связью нет, правильно? Ни малейших. Что ж, будем надеяться, что их не возникнет.
Да еще и тебя искать потом еще с полицией координировать, а мы как бы далеко находимся. Где вот Мунвейл, кто знает? Дверь со стороны водителя в машине Адама была широко открыта. Нет, слушайте, а я не видела, только ли дверь или не только дверь. Знаешь, что мне еще показалось более... Сейчас, подождите, а есть файлы какие-то для Эрика? Правильно понимаю, что нет ничего? Ладно, я тоже это заметила. Я ничего не буду говорить, потому что я не помню, какая дверь была открыта или не была. Светилась лампа аварийной сигнализации, разве радио не было включено? Фары были включены. Вот так. И внутреннее освещение? Да, по-моему, да. Боюсь... Да, хорошо. Боюсь оплошать немножко. Так. Но внутреннее освещение зависит от настройки автомобиля. Типа, если ты останавливаешь, оно включается, когда открываешь дверь. Я не в курсе. То есть, у меня, конечно, есть права. Но, да. Мотор работал. Был включен задний ход, оба наружных задних зеркала, это сложно. Мотор работал. На самом деле, что мотор работал, это интересно. Знаешь, что человек не... то есть, он скорее... Это была временная, скорее всего, остановка. Вроде бы ты сказал, кстати, что его машина сломалась. Так, interesting. Он мне так сказал, но машиночка-то работает, но может быть там где-то в другом месте. Поэтому я отправился к Гринсайду. Что-нибудь еще было? Капли крови, следы борьбы. На другого человека было. Вот. Что-то, что указывало было на другого человека. Нет, просто так как Эрик... Все, я уже их путаю. Так как Адам сказал, что он кого-то видел, ничего такого. Ладно. Спасибо за информацию. Я жду Джейка, если что. Но Эрик, кстати, ничего такой пацан. В лесу так тихо. Давай не будем нагнетать вот это в воздухе пахнет бедой. Вот кому это надо? Точно. Возможно, потому что ночь. Ты считаешь? Я умею считать. 1, 2, 3, 4, 5. Адам пошел в лес. Да, я так считаю. Он, по-моему, шел по лесу. Да мы найдем. Все, не все будет нормально. Живым или мертвым? Живым или мертвым? Просто это что? Странно. Что ты видишь? Слушайте, мне кажется, нужно ускорить. По-моему, в Даскуде были настройки. Ящик для перчаток. Чтобы сообщения приходили быстрее. Он открыт. Это может быть... Вот это странно. Для каких перчаток? Что за... типа бардачок, что ли? Да, я угадаю, ты решишь в ящике для перчаток. Да, я угадаю. Это покер уже на улике. Слушайте, я что-то... У меня был такой бзик во время прохождения Даскуда на то, чтобы все нужно делать правильно. Нужно быть такой разумный. Зачем? Я просто хочу посмотреть, летний там еще чего. Посмотри. Что? Да, я здесь. Я просто подумала, что, может быть, как-то можно ускорить вот эту промотку. Я что-то нашел. Что? Скажи мне. Скажи. Может быть, как-то можно ускорить приход сообщений, чтобы, знаете, они такие чук-чук-чук-чук-чук. Это конверт с моей фотографией, конечно. Конверт, а на нем твое имя. На конверте написано «Мимо проходила». Если там реально написано «Мимо проходила», то это точно наш конверт. Это точно наш конверт, там нету другого варианта. Потому что такого уникального имени, ребятушки, там нигде нет. Черный как смола, такого конверта я еще не видела. Опа, вот они пошли траты. Сфотографируйте, пожалуйста, его для меня. Я не вижу, куда еще можно тратить алмазы. Секундочку. Давай. Так. Чел, да ты же сделал сторис и припотошовил. Мимо проходила. Это крайне оригинально. Черный как смола. Окей. Мне открыть его? Обязательно, конечно, открывай его. Зачем мне его вести? Отстань. Рик, мне от тебя нечего скрывать. Давай. А пока Эрик открывает, во-первых, мы соберем награду. А я вот такая вот, да. Я вот такая вот душная. Что? Дать 20 ответов тоже давай. Не буду смотреть рекламу. Сейчас, подожди. Значит, так. А давайте пока посмотрим. Значит, как бы у нас выглядело «Мимо проходило». Как мы считаем?
Пока он там что-то копается, ну, чуть-чуть на меня должна быть похожа, да? Так, вот есть корешка вот такая. В принципе... Ой, отстань, пожалуйста. В принципе, вот эта девчуля подходит, вот эта вот, которая самая крайняя рыжая. Может быть, какой-то блонд. Блин, ну вот это вот крайняя мне вообще не нравится. Нет. Кровавая. Ладно, тихо, спокойно. А тут вообще их много, да? Ну, это генерации. Бля, на самом деле видно, что генерации. Но it's okay. Бля, мне так нравится кровавая. Вот она. Как работает сундучок? Открой, я получаю случайную картинку из профиля 48%, фонд профиля 20% или рамку профиля 31%. Ты получишь 100% контента, который тебе еще не принадлежит. Нет! Нет! Я хотела ту. Пипец. Ну ладно. Мне это не нравится. Ну ладно. Я расстроена. Это не то, что я хотела. Ну хотя бы вот такая. Такая пока мимо проходила будет. Но я хотела кровавую. Я плачу. Это ради бога. Будь с ним осторожен. Вдруг там яд. Вдруг там игла, вдруг там какая-то отрава, знаете, которую вот ты берешь, слюнявишь кончик пальчика, перелистываешь страничку и все. Так волнительно. Так, сказал бедняк. Конверт открыт. Ну давай, не томи меня. Скажи мне. Да мне вообще-то адресовано. Хорош читать без меня. Нет, погоди. Ты можешь просто скинуть мне то, что там есть. Зачем описывать? Когда я могу просто тебе показать? Давай, мой хороший, что позвонишь мне. Я тебе говорила, это хрень из Дасквуда. Это хрень из Дасквуда 100%. The Stranger. Похоже на карту Таро. Нет, ну у меня, конечно, тут есть тарошки. У меня есть тут тарошки. Но я не настолько хорошо знаю. Ну, то есть, такого... Ты понимаешь, что с ней делать? Надо раскинуть картишки на это. Ребята, сейчас, подожди, вот здесь вот у меня все это хранится. Вот здесь вот все мои тарошки. Тебя не видно, потому что я загораживаю эту штуку. Но, короче, там есть ящичек с тарошками. Ты понимаешь, что с ней делать? Я знаю. Она похожа на карту Таро. У нас таролог. Это аркан, девочки, это аркан. Вот как. Это как предсказание. Да ничего такого плохого в тарошках нет. Каждая карта второй имеет позитивное и негативное значение. Совет, указывает путь. И вообще она каждая, несмотря на и младший, и старший аркан, она всеобъемлющая. Дай-ка я угадаю. Нечто нехорошее. Нет, это нейтральное. Вот даже башни, даже смерть, даже, это я про карту Таро, если что, старшие арканы, даже дьяволы, оно все имеет и нормальное значение. То есть нужно просто, да, это незнакомец, то мне совсем на это не похоже. Это не из обычной колоды Таро, безусловно. Безусловно, я такое вообще не знаю. Да ты что? Но если честно... Ну, почему это смешно? Короче, они все вот эти вот карты, они описывают ситуацию, они описывают, как ты пришел к этой ситуации, выход из ситуации сразу же дают, дать тебе подсказочку. То есть, на самом деле, ну, то есть, они поначалу кажутся, там, особенно начинающим, какие-то стрёмные, но они все они нормальные. Я в этом абсолютно не разбираюсь. И Адам, вообще-то, тоже. Я тебе помогу. Я тебе помогу, моя золото. Смотрите, какой у меня классный игровой. Приятно это знать. Ну, конечно. Ну, ты можешь ко мне обращаться. Адам был здесь из-за карты? Нет. Я вообще сейчас не думаю, что это конверт Адама. Он хотел отдать тебе эту карту у Гринсайда. Что-то еще есть в конверте, золотко мое? Все? Эрик, у нас теперь золотко. А можно как-то переименовать? Нет, кроме карты ничего. Я думаю, что это чья-то другая карта. Что-то еще есть. Кто-то в лесу? Я считаю, что Адам пошел в лес за каким-то челом. Нет? Ну ладно. Звук. Прищел, ну не томи. Довольно высокочастотный. Слушайте, я поняла, это вот эта линия эпизода. Я только сейчас обратила внимание. Довольно высокочастотный, но тихий. Откуда он раздается? Нет, мобильный Адам он куда-то забрал. Вентиляция, наверное. Не знаю. Она выключена. Окей, хорошо. Звук раздается точно откуда-то из машины. Ну, значит, радио было. Я просто не помню, было там радио выключено, не было или что-то еще. Может, из багажника. Мне нужно выяснить это.
осторожен, ну хорошо, ну расщедримся на этот комплимент, мы расщедримся. Я не думал, что после этой странной карты меня что-то может удивить, но ты только взгляни на это. Давай, покажи мне. Давай. Рация. Он приведет вас к Адаму. Разблокировать особый путь. И это был источник шума. Окей, у него есть рация. Я, кстати, если что, обновила себе чаечку, потому что, оказывается, тут холодно. Я больше не буду пытаться нарядиться для видео. Но не спрашивай, что все это значит. Допотопный телефон. Может, это звучок для прослушки искать? Походу, ну это... Ты что, прикалываешься, блядь? Это рация. Какой нахер допотопный телефон? Это это вот для тех, кто родился в 2010-м, что ли? Да, я тоже сразу так подумала, но здесь невозможно поменять частоту. Никто не знает, как выглядит рация, вы что, прикалываетесь надо мной? Что это за вопросы и ответы? Это что? Вообще, зачем Адаму рация в машине? Зачем Адаму присылать номер телефона, ничего не объяснив? Не знаю, одни сплошные вопросы, мои дорогие. Йоркширский чай, если что. Ой, хорошо, тепло, хорошо пошло вообще. Серьезно, я все еще в ахере с того факта, что люди не поняли, что это рация. На дисплее написано Vega. Тебе знакома эта марка? Ну, допустим, я знаю. Но хочу как-то вот 96-й год все-таки. И год рождения. В любом случае, этот прибор Vega затих, как только я взял его в руки. Это странно. Где именно находился этот прибор? Ну, типа, два варианта. Мне кажется, рация, если уж она работает, то она работает. Либо она была в зоне поимки сигнала, либо... Ну, наверное, только вот это в багажнике. Погоди, прибор только что снова включился. Он снова производит этот звук. На дисплее что-то изменилось? Зайка, ну-ка. Нет, без изменений. Я понимаю, что это вводный эпизод и вводная часть. Непонятно. Мне тут промелькнула одна мысль. Мысль промелькнула. Знаешь, какая? То, что я всегда делаю в подобных ситуациях. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это выглядит смешно. Спрошу в интернете. Гуглить это самое верное решение, которое только может прийти вам. Если вы что-то не знаете, погуглите. Google точно знает. Для этого здесь есть я, чтобы думать. Явно, когда думать, это не твое. Желаю успеха. Опа! Новое приложение разблокировано. Так, и что мы... Vega. Нет, Vega. Вот так. Я могу как-то поискать. Vega. Ваш надежный прибор для GPS-локализации направления. GPS Vega, мультифункциональный трекер черного цвета, обязательно. Если будет коричневый, это не Vega. Просто недорого, надежно. Акустический указатель направления. Простая схема работы приемника, датчика, прибора Vega убедит вас. Vega безопасно, точно направит вас к цели с помощью сигнала. Все, что вам нужно сделать, это направить Vega на цель. Ну, тогда понятно, что он типа взял, и она лежала там. Я вам отвечаю, этот Адам нас пранкует. Адам нас пранкует. Тут нету другого варианта, кроме как пранка, потому что ну настолько красивый сетап оставить, это точно пранк. Да, я поняла, технический паспорт, бла-бла-бла, пошли обратно. Желаю успеха, я все нашла. Эрик. Должен ответить мне, мимо проходила. Давай, мимо. Ну что, нахло кто-нибудь? Должен был сказать, мимо проходила. С вопросительным знаком. Так, вот, пожалуйста, взгляни на это. Ты мог бы сам же загуглить и все это выяснить. Что ты такой неумеха? Я жду, неужели так долго нужно на что-то взглядывать? Давай, Эрик. Эрик, пожалуйста. Эрик, поактивнее. Эрик, не тупи. Эрик, сколько можно ждать? Мне, может, опять нужно поиграть? Я не знаю, нет, вроде. В общем, так, хорошо. Прочитал, ознакомился мужчина. Там тебе литр или нужен был один абзац, тебе не нужно было читать весь этот лендинг. Это такой GP. Гениально. Хорошо, что ты это понял. При этом прибор как будто реагирует на... Литр ли там это все написано? Давай сразу к выводу. Что значит вот оно что, ты тоже мимо проходила? Пожалуйста, только что сама это прочитала. Поэтому он и замолчал, когда ты его переместил. Верни обратно, пойдем по направлению. Это точно пранк на твой день рождения от этого Адама. Секундочку. На самом деле Адам мне заплатил. Адам на самом деле мне позвонил, сказал: алло, детективное агентство мимо проходило.
можно у вас сделать заказик, но просто Эрик, он там в депрессии, ему нужно что-то, вот ему нужна цель. Смотри, короче, я сейчас пропаду, я тебе $5000 заплачу, и ты мне поможешь это все разыграть. Я скажу, конечно, мой дорогой, вот тебе НДА, соглашение о разглашении, вот тебе контракт, вот сюда переводи денежки, а 5000 это будет первый взнос 50%. И я вся твоя. И все, и вот мы сейчас на самом деле с Адамом работаем. Мы просто наебываем всех. Вот и все. Я обернулся, и прибор снова издает звук, значит, откуда-то принимает сигнал. Можно уже перейти как-то к действиям. Он хочет перевести тебя к сигналу. Но я не буду охранять, это взрослый мальчик, я видела его. Поэтому он издает этот звук. Пойдем на звук. Че сиськи мять сидеть? Мне кажется, Эрик сыт. Эрик просто сыт идти по сигналу. Сигнал идет с севера. Ну, это понятно, это викинги. Что находится на севере? Норвегия. Норвегия находится на севере. Смотри, либо Канада, либо Норвегия. Либо полюс. Лес. Ну, Скандинавия получается. Да, ничего кроме леса нет. Ну, Скандинавия точно. Либо Канада. Окей. Потому что... Ну, хотя, может быть, он из США. Ладно, это плохие шутки. Может, Адам искал этот сигнал. А что он тогда с собой не взял? Ты не тупи. Ты давай не тупи. Тайна доступна. Разблокируй тайный чат прямо сейчас и узнай, что происходит за твоей спиной. Разблокировать. Эрик, ты кто? Какая симпатичная девчуля. Бля, почему она аишная? А здорово, что ты как раз в сети. Нет, серьезно, она аишная. Я потом, попозже. Эш, у меня совершенно нет времени. Я чуть попозже выскажусь на эту тему. Но для этого тебе придется найти время. Этот Джейк снова подкатывает. Дает нам доступы в чатике. Мне только что звонила мисс Хант. Она уверяет, что перед домом Адама стоит полиция машины. Машина полиции. Прямо на подъездной дорожке. А нужно было... А почему они поехали к дому Адама? Почему они не поехали сразу в лес? Ты прочитал, что я написала, Эрик? Конечно, он прочитал. У Адама полиция. И он не берет трубку. И мне кажется, случилось что-то ужасное. Так и есть. Эш, ну подожди. Ну не гоняй. Ну, тихо. Тихо. В каком смысле? Подожди секундочку. Никогда еще за все наши 15 лет дружбы этот человек мне не отказывал. Эрик, ты хоть знаешь... Я сейчас тебе отвечу. В чем дело-то? Так, что это вообще? Я, если честно, не очень понимаю, что это за баблы. Так, мимо проходила это я. Подожди, ну тут все нужно сделать. Говори, у нас проблема. Какая у тебя проблема, мое золотце? Мне только что написала Эш. Ой, а кто это? Так я ничего не знаю. Она дружит с Адамом и со мной. Трое друзей. Ай, такая, ай, как прикольно. Она уверяет, что перед домом Адама стоит машина полиции. Класс, так нам долго придется ждать. Почему они поехали к машину полиции дома? К дому Адама, а не к тебе. Ты сказала им локацию? Ты сказала им, что я на такой-то дороге. В Грин что-то там, на какой-то на горе. Машина моего друга здесь. Excuse-moi. Собственно, не об этом, а о том, что Эш дико волнуется. Она спросила меня, известно ли мне что-нибудь об этом. Почему она так решила, зайка? Почему твоя подруга спросила, известно ли тебе что-то? Я спросила ее немножко подождать. Наверное, этого хватило, чтобы вызвать ее недоверие. Не, ну мы подождем. Я бы предпочел, чтобы обо всем этом знали только ты и я. По крайней мере, на данный момент. Чел, ну там же полиция стоит у дома. Слишком поздно уже. Что там? Давай не игнорируй меня. Ну подожди. Опять что-то пишет мне. Чел, мне вот твои срачки с твоей подругой вообще ни к селу, ни к городу сдались. Нахер ты мне это пишешь? Ты не против, если она присоединится к нам? Ну, тебе виднее, конечно, но это все похоже... Помните, а нам же Ричи написал, да? И Ричи в итоге вот в Дасквуде, ну вы поняли, да? Ну все понятно с этим Эриком. Подозрительно, что он так активно нас вовлекает в это дело. Если честно, я и сам не знаю, но я не могу обманывать ее и не обращать на нее внимания. Ну ладно, у нас есть, получается, ответ. Короче, по поводу того, что Эш аишная, либо это ее искусственная аватарка, и мы не знаем, как она выглядит на самом деле. Сейчас я получу приглашение, да. Либо это баг. Вот, это не круто. Знаешь, почему это не круто? Показать всем.
Это не круто, потому что в Дасквуде была вот эта прелесть, что у тебя есть реальные актеры. Ну, то есть, реальные люди, ты смотришь на реальных людей. И мне нравится смотреть на условную аватарку Эрика. Классно, вот он реальный человек, вон там актер. Кто это? Кто скрывается за этой личиной? Что это ты делаешь? Я ничего не буду говорить. Пускай сам меня представляет. Это дела исключительно Эрика. Это мимо проходила, это я. Привет, мимо проходила. Привет. Рада знакомству. Да, как мне кажется? Не знаю, как тебе кажется, но, может быть, покреститься надо. Там. Извините, вы можете мне сказать, что тут вообще происходит? Это выход Эрика. Я вообще здесь не при делах. Пускай Эрик все объясняет. Я ничего здесь не знаю. Адам исчез. Что? Вы можете объяснить подробнее? Сами только начали разбираться. Ну, там нет варианта промолчать. Я бы сидела вообще отмалчивалась. Я наблюдала, как Эрик объясняет своей подруге детства, что происходит. Я здесь вообще... Вот мимо проходила здесь. Реально мимо проходила. Адам мне недавно позвонил. Если быть точным, он оставил мне сообщение на голосовую почту. Я не мог быстро ответить, когда раздался звонок. Я ничего не говорю. Ты же знаешь машину Адама. Ездила в ней. Она опять сломалась, и я собирался забрать его у Гринсайда. Давайте, ладно, уточним, вплетемся. Однако Адама там не было. Вместо этого я получаю номер телефона. Я ничего не буду говорить. Ой, бля, сейчас начнется. А это мимо проходила, оказывается, туда всех наехала. Мой номер, да. А я вообще, моя хата с краю. Понимаете, моя-то хата с краю. Я вообще здесь не при делах. И это не доказывает, что Адам исчез. История на это... Я ничего не буду говорить. Нет. Я ничего не буду говорить. Даже не просите меня. Я бы очень хотела с тобой согласиться. Смотрите, либо Адам что-то мутную воду какую-то мутит, мутную. Не знаю, не нравится мне. Я бы очень хотела с тобой согласиться, но когда у Гринсайда следов Адама не обнаружилось, я поехала по лесной дороге в горы, и тогда я нашел его машину. Только его машину. Давайте так. Никакой другой машины там не было, никаких следов, вообще ничего. И честно, мне показалось, что Эрик шел, а не ехал, когда он нам позвонил и стал обшмаливать машину. Ясно, все это звучит очень странно, но я согласна. Все так и есть. Нам нужно сказать это остальным. Каким остальным? Ой, блин, сейчас там начнется вот это остальным ребятам в нашей компании. Конечно же, там есть какая-то компания. Рано. Спасибо, Эрик, спасибо. Слишком рано. Мы пока не знаем точно, что произошло. Нет, серьезно, есть какая-то... Может быть, я тупая, просто я не вижу, но где-то здесь должна быть скорость получения сообщений. Я хочу, чтобы другие начали волноваться. Не хочу. Не, ну мы не будем говорить, типа, мы что-то с Эриком закорешились, там все дела. Не, ну это не аргумент. Нахер, это все, это не аргумент. Стану на сторону Эш. И кроме этого, для этого уже слишком поздно. Пару минут назад я говорила по телефону с Вайлет. То, ну, естественно, девочки говорят, а что еще я могла сделать? Вдруг ты перестал мне... Ты вдруг перестал мне отвечать. А до этого ты вел себя крайне загадочно. Я бы... так же сделал. Ой, смотрите, я на стороне Эш. Хотя я не знаю, как она выглядит. Спасибо. Пожалуйста. Ты меня не знаешь, но я на твоей стороне. Sisterhood. Оно такое. Можно мне пригласить остальных? Это не повредит. Все, а мимо проходила имеет опыт в этих делах. Мимо проходила, вот поначалу она, понимаете, она отпиралась. Она не хотела во все это лезть. Но сейчас... А для чего звонить? Зачем тебе их звонить? Ой. А у меня же голова начала болеть. От этих местных детективов. Надо просто мимо проходила всегда слушать. Мимо проходила, говна не скажет. Вот. Кроме того, мне кажется, что это будет уместно... Я ничего не буду говорить. Мне вообще плевать, кого. Это ваши друзья, я к ним не имею отношения. Я всех обзвоню, а потом добавлю их в чат. Спасибо. Ну, а мы подождем. Мы посидим здесь, подождем. Пока, давай. Я, кстати, тут пока играла, пока все туда. Вообще-то тут прикольные такие достижения. Типа, найди следующие имена. Фамилию Адама, имя машины Адама. Имя собаки семьи Вайлет. Позволь Эрику сблизиться с тобой. Договоритесь встретиться и поужинать с Адамом и Эриком. То есть Адам вообще-то у нас еще появится. Уговорить Чарли сделать следующее. Пожалеть самого себя. Ладно. Окей. Еще несколько людей были добавлены в чат. Так, Кисонька.
И тоже сгенеренный чел. Я ничего не буду говорить. Let Eric solve this shit. Ой, спасибо, Эрик. Пожалуйста. Точнее, это же не я сделала. И здравствуй, мимо проходила, это Вайлет. Привет, Вайлет. Привет, привет. Здравствуйте. Вот и наша новая тусня. Я немножко скучаю по Даску. Тут такое ощущение, что я хочу переиграть у него. Простите, что вмешиваюсь. У Брайана довольно плохая связь. Звонок сорвался. Я попробую позвонить ему еще раз. Не вижу смысла говорить там, где можно ничего не говорить. Скажи, кися. Да. Эрик все мне рассказал. Как? Согласно обстоятельствам. Как? Не знаю. Как-то. Это, видимо... Так, это кто еще раз? Это Вайлет. Вайлет, хорошо. А это вы не поверите, что только что случилось. Вы ведь знаете жуткую картину на 3-м этаже? Нет, не знаем. Чел, мы вообще тут по другому поводу собрались. У нас тут совсем другие проблемы. Слушайте, Айш мне нравится. Может быть, мимо проходила и имеет какую-то бисексуальную природу. You know. Если вы увидите ее, то сразу вспомните. Я ее точно не знаю. О, ты уже в группе. Извини, я думала, Эрик добавит тебя позже. Нет, я тут все это время. Я тут все это время была. Позор тебе. Да, так и есть. Так и есть. Эш не в духе. Так, чел, ты кто? Что со мной? А что со мной? А что происходит? Эрик тебе что, не звонил? Звонил. Это, видимо, Брайан, у которого плохая связь. Но я думала, что всем уже и без меня, и без того ясно. А почему нету опции ни хрена не говорить? Мне, извините, мне ничего из этого не нравится. Как ты додумался до этого? Как ты вообще? Ну, как ты пришел к этому? Скажи мне. Мимо проходила, позволь, я представлю его. Это бестолковый Чарли. Привет, Чарли. Давайте похлопаем друг другу. Чарли. Ну, здравствуй, Чарли. Да вы чё? Да ну прекратите. Я ничего такого... Вы же не беспокойтесь на самом деле. Чарли, я полностью разделяю твой скептицизм по поводу этой ситуации. Я имею в виду, ну, насчет атома. В каком смысле? А что это ты имеешь в виду? Скажи. Эрик вернулся, ладно. Так. Брайан еще остался, давай. Брайан тоже пропал просто, они вместе с Адамом. Просто Адам увидел Брайана, пошел за ним в лес, заплутал. Вот вся мистери разгадана. Мы свободны здесь. До Брайана не дозвониться, давайте тогда начинать без него. Мимо проходила, у тебя случайно нет записи того моего звонка? Есть. Отправить файл. Приятно, что есть файлы сохраненные. Да. Сейчас они пока все посмотрят, пока то, пока сё. Блин, очень жаль, что нельзя проходить подряд все. Ну, ой, ладно, хорошо, вот они пишут. О, да нет, ну пожалуйста, хотя бы один вариант, где можно пошутить. Мимо проходила из Moonwell doesn't match my energy. Мы не соответствуем с ней энергиями. Не есть хорошо. Ладно, скажем так. Но всегда должен быть повод постебаться. Совсем нехорошо. Должно быть поле для шутки, для прибаутки. Какой у нас план? Эрик, ты говори, потому что, ну я тут ни к селу, ни к городу. Эрик, пока что мы только осмотрели машину Адама. Но мимо проходила. Вайлет, ты разве не у Эрика или где ты? Нет, Эрик один. Я вообще не здесь, я в Амстердаме, я далеко. А что это у нас там за штуковина, ну, которая рация? Прибор века. Хорошо, прибор века. Бля, ну чел. Как-то давайте поймем эти объяснения. В багажнике было нечто вроде радиоприемника у Адама. Я вам его покажу. Вот файл. Был уже включен и настроен на прием сигнала. Хорошо. Пока они все с этим разберутся, пока то, пока все. Как именно он работает? Он шлет определенный сигнал, что-то типа биолокатора. Если честно, я не дочитала. Простите, я не дочитала. Он настраивается на определенный сигнал и ведет к его местоположению. По крайней мере, что-то подсказывает, что Эрик он что-то показывает, когда Эрик отправляет его на север. Вот это я знаю. Что дальше? Мы увидели что-то подобное. Так, хорошо. Я забыла, как их зовут. Эш, Эрик, Чарли, Вайлет. Все. Вроде бы у сэра Фипса есть нечто подобное в ошейнике. Сэр Фипс — это, видимо, псина какая-то.
I'm a cat person. Я человек, который любит кошек. Ой, извини, мимо проходил. Ты же не в курсе. Ну, конечно, да. Да. Фипс — это собака моей мамы. Симпатичная. Ну, собачки я тоже люблю, но больше кошечки. Это я его так назвала. Потому что он часто убегал и исчезал на несколько дней. Тогда мама купила для него ошейник со встроенным трекером. Вот оно что, все понятно. Здесь стоит отметить, что у Адама нет ни сэра Фипса, ни чего-либо подобного. Она не псину так назвала, она трекер так назвала. Окей, но тогда для чего ему подобный приемник в багажнике? И почему он уже был включен, мои дорогие? Хорошие вопросы задаем. Как вы думаете, откуда исходит этот сигнал? Я думаю, откуда-то из леса. Genius. Хорошо. О чем мы тогда ждем? Я не знаю, чего вы ждете. Полиция уже должна быть на месте, куда ее вызвал Эрик. Они уже должны обшманывать лес. Почему такая низкая оперативность? Ты серьезно предлагаешь Эрику идти туда, куда показывает эта штука? Предлагаю, я яснее эту мысль не выразить. Мы тоже об этом думали. Мы, Чарли, с тобой на твоей стороне. Мы абсолютно не представляем, что нас там ждет. Эрика что там ждет. Вы-то никуда не пойдете. Ну, то есть, если, конечно, вы сейчас не прибежите к нему. У меня тоже не особо хорошие предчувствия. Эрику не следует идти одному. Нужно дождаться гребаную полицию и пойти вместе с другими людьми. Или его лучший друг сопроводит его в это место. Мне кажется, отлично. Может, заканчивайте обсуждение. Прекратите. Я уже все решил. Я мужик. Я все решил. И решил я передам Excuse me, мне так нравится Эрик. Извини, не понял. Мы позвонили туда, когда нашли машину Адама. То есть мы приняли единственное рациональное решение в этой ситуации. Позвонить в полицию. Они знают, что делать. Они могут приехать в любой момент. Ой, ну чел, но твои ишьюсы с полицией никому не интересны здесь. А что мимо проходило? Мимо проходило, просто мимо проходило. Краткий пересказ или версию с подробностями? Версию с подробностями. Мне кажется, есть такие выборы. Версия с подробностями должна была быть платным выбором, девочки. Отличный выбор, я согласна. Давай, ебашь. В этот самый момент, пока мы разговариваем, Тимоти Бакет едет кривыми линиями, слегка превышая скорость в сторону Гринсайда. Кто такой Тимоти Бакет? Примерно через вечность, нарушив закон раз 17, он доберется до Эрика. Молча, слегка раздраженно, но при этом очень самодовольно, он примет заявление Эрика. Видимо, Тимоти Бакет — это глава местной полиции. У них в маленьком Мунвейле плохие копы, которые некачественно делают работу, на которую их наняли. Вот и доверяй после этого полиции. Прежде чем не спеша повернуть назад в полицейский участок, он сделает большой глоток из своей бутылки, которая хоть и замаскирована под лимонад, но содержит бог знает что высокоградусное. На следующий день его черепушка будет гудеть, впрочем, как обычно, и он забудет почти все, что ему рассказали. Это имеет смысл, а поскольку его каракули, сделанные накануне ночью, ни о чем ему не скажут, все начнется заново. Хорошо, то есть вы предлагаете сами идти. Конец истории. Кое-кто хорошо в этом разбирается. Спасибо, Чарли. Это не звучит многообещающе. Ну тогда собирайте все свои манатки. Я надеюсь, что вам есть 18 лет. И пойдем. На звонок ответил не Бакет. Я знаю его голос. Давай поспорим, что это был Бакет. Что ты предлагаешь, Чарли? I am all ears. Я вся во внимании. Чарли такой симпатичный пацан. Тоже. Весельчак. Дайте мне этот прибор. Это становится все интереснее. Эш не рада этому. Вайлет вообще просто курит в сторонке. Она такая просто, я наблюдаю, я даже не буду участвовать в этом балагане. Нет, Чарли, речи быть не может. Почему же нет? Если есть вариант промолчать, и это, к месту, то я промолчу. Почему же нет? Я через 15 минут буду у тебя, Эрик. Я точно успею добраться раньше Бакета. А по мне его можно дать, Чарли, если там реально Бакет, а не кто-то другой. Прямо проходила, ты мне определенно нравишься. Запиши мой номерок. Ой, ладно, зачем я это сказала? Вопрос снят. Что, уже полиция приехала, там машина подъезжает. Как гора с плеч. Такая, нет, сейчас они оба попрутся в этот странный лес, и все. Полиции? Чья машина-то подъезжает? Иричик, зайенька моя. Если полиция, то без мигалки. Но кто еще это может быть? Машина виляет? Нет.
Тогда это не бакет. Тебе нужно было сейчас сказать «да». Стрёмно, без мигалки. Подождите, это... Я ненадолго выйду из сети. Нет, после разговора появлюсь. Ладно. Слушайте, тут я занервничала. Какая-то странная машина, какая-то неизвестная. А нам сейчас чем заняться? Давайте познакомимся. Расскажите мне местные легенды. То, что у тебя получается хуже всего не двигаться с места. Она на тебя разозлилась. Ай, ты ей не понравился, мальчик мой, ты ей не понравился. А бывает, что она на меня не злится вообще? Холодно, очень холодно. Я пошла оделась, потому что это все, конечно, хорошо, но с погодой в Нидерландах есть большие, то, что называется, проблемы с доверием. Потому что в один час у тебя может быть тепло, в третий у тебя идет дождь, в четвертый, вот как сейчас Дубак, оделась, короче. Ну и плюс вот этих пацанов, конечно, ждать, пока они там что-то сообразят, пока они напишут. Так себе, нам нужно поговорить. Как все прошло, мой дорогой? Расскажи мне. Это был бакет, не так ли? Подожди других чар. Ну подожди чуть-чуть, ну что ты, вот куда ты уже гонишь коней? Снова забыл свой значок в машине, Адама, что? Снова? What? Это долгая история. Ну понятно, конечно, у нас есть время, пока все остальные не пришли. Я тебе как-нибудь расскажу в другой раз. Но пока мы ждем. Ну ладно, Валет, вот мы ждем, расскажи. Ну не томи. Ой, тепленький чай хорошо пошел. Случилось что-то еще хуже. Я оставил прибор Вега у себя. Это отличная новость. Все было так, как сказал Чарли. Правда? Окей, да, значит, это был их местный шериф. Это был Бакет. Он был пьян, это еще мягко сказано. А что тогда так ровно вел машину? Так, и что он сделал? Он приехал, выслушал меня и снова уехал. Место-то хоть осмотрел? Что-нибудь хотя бы сделал? Ну, понятно, на самом деле хорошо, что они сразу убирают возможность того, что полиция нам как-то поможет, оставляя простор для детективного агентства мимо проходила, чтобы она вела свое расследование. Он займется этим делом. Этого он мне не сказал. Я с трудом могу себе это представить. Это чудо, что он в таком состоянии вообще добрался до этого места. Ну понятно, полиция ни хрена не работает. Я тебе отвечаю. Значит, там смотри. Мои предположения. Контрабанда. А контрабанда, скрывающаяся за местными мифами и легенды. У меня просто холодные руки, а лоб, соответственно, на их фоне горячий, поэтому я прикладываю. Я не мог отдать ему прибор. Это было самое верное решение. Мы никому ничего не скажем. Ни про прибор Вега, ни про что еще. Еще какое верное, да. Теперь-то можно, Чарли, поехать к Эрику для того, чтобы он все это там осмотрел. Давайте подождем. Давайте подумаем. Я буду следовать с прибором к сигналу. Я знала, что ты это скажешь. Чарли молодец. Ну, Эш, ну, конечно, он это серьезно. В смысле? Я бы тоже поехала, мне бы тоже было интересно. Пока ты доедешь, я уже точно доберусь до сигнала. Все будет нормально. Но это зависит от того, насколько далеко этот источник сигнала находится. Ну да. Конечно, я имела в виду тебя, Эрик. Никто не пойдет к этому сигналу. А что ты, что другое предлагаешь? Я слушаю тебя. Но дело совсем не в этом. А что, если Адам и правда там? Что, если ему нужна наша помощь? А что, если его там нет? Все еще уверена, что это какой-то пранк от Адама, потому что, ну, сетап реально, вот, он подходит. Машинку оставил в нужном месте. Радио, значит, Вега повернул по направлению к нужному сигналу. Всем позвонил, оставил номер. По-моему, когда пропала Ханна, уже была какая-то муть, что ли, не помню. Я не знаю, что тут происходит, но если у Адама трудности, то я ему помогу. Тебе и правда нужно для этого разрешение от нас. Мы что, родители и подростки? Сколько вам лет, заиньки мои? Я бы предпочел, чтобы мы все придерживались одного мнения. Но это ты, конечно, губу раскатал. Эрик, послушай меня. Что ты хочешь сказать? У нас не самое подходящее время, чтобы вновь изображать из себя героя. Вновь? Я слушаю. I'm all ears. Это я решил не передавать этот прибор Вега. Таким образом, всю ответственность я беру на себя. Давайте выпендримся. Я не хочу в этот раз промалчивать. Я помню, что я говорила, что типа, если будет вариант, что мы молчим, то я выберу молчать. Ну, давай так, я тоже беру на себя ответственность. Адам лично повлек меня в это дело. А это детективное агентство мимо проходило. Я не знаю. Все, это детективное агентство мимо проходило. Вот так и будет называться этот эпизод. Что значит, ты на моей стороне? Ну, я тебе доверяю, Эрик.
На самом деле, Эрик, я тебе не доверяю, но я тебе скажу, что я тебе доверяю, чтобы ты доверился мне. You know. Пожалуйста, Эрик. Прекрасно. Эш очень доволен нашим решением. Но если ты заметишь опасность, ты сразу же пойдешь обратно. Ты меня понял? Да, мам. Даже если это будет просто сломанная ветка. Как там дела с... Как твоим дела с твоим аккумулятором? Гениальный вопрос. Гениальный. А у меня там 5%. Вообще ничего не сделал, не разовержит. 33. Как коровы. Ну, 33 еще по-божески. Хотя, не знаю, у меня в последнее время дико быстро садится зарядка, потому что, типа, аккумулятор там ослаб уже, потому что старый телефон. Источник сигнала не может быть очень далеко. Я дам знать, как только доберусь до сигнала. Береги себя. Или если еще что-то заметишь. На самом деле, стрёмно одному идти. Хорошее дополнение, да. Может, все-таки дождемся Чарли. Чуть-чуть дождемся Чарли. Вот он доедет, и все будет нормально. Слушайте, у меня, кстати, Вайлет, я не знаю, я понимаю, что это абсолютно новая группа людей, но у меня такие флешбеки с Даскуда, я типа ищу какие-то аналоги, ссылки. По-моему, у нас тоже в Даскуде какая-то девочка отмалчивалась большую часть времени. О, боже мой, нам написал Эрик. Нам написал Эрик, здравствуйте. Ты добрался? Привет, Эрик, как у тебя дела? Ну-ка, расскажи-ка, что нового. К счастью, я добрался. Все нормально. Что случилось? Не-не, все ок. Да просто мы ему понравились. Но вы ведь же видели нашу аватарку, которую мы выбрали для себя. Ну, конечно же. Я только забеспокоился, что у меня связь пропала. А, вот как. Почему Эрик пишет нам? На секундочку, да, на секундочку. Эрик пишет нам, а не... Заметила что-то необычное, я спрошу у него. А не всему своему скопищу друзей. Ну, понятно, потому что мимо проходила, вызывает доверие. Но у нее лицо такое. У нее аура такая доверительная. Вот, поэтому мы... Нет, ничего. Тут так темно, что я не вижу своей руки перед глазами. А ты точно уверен, что ты в лесу? Если бы у меня не было с собой карманного фонарика, я бы тут просто пропал. Ну, это тогда хорошо, что у тебя есть этот фонарик. Ты же уже бывала одна ночью в лесу? Естественно. Я вру. Я пизжу, как вру. Просто тогда ты знаешь, каково это. Как бы то ни было, у меня была совершенно другая ситуация. Нет, на самом деле я была ночью одна в лесу. Но не так долго. Это было в подростковом возрасте. На самом деле это атмосферно очень. Ну, то есть... Что такое ночью одна в лесу в подростковом возрасте? Это когда у тебя... Я по-любому видела скопище людей. Давайте так. Это не то, чтобы я прям совсем одна была. Там условно были какие-то места, где собиралась молодежь. И вот условно я видела это место сквозь ветви. Но я где-то там ходила, что-то вокруг смотрела, выясняла. Вот. Мне не нужно было тогда идти по следу пропавшего друга. 100%. Такого у меня не случалось. Но вообще, да, была. Это стрёмно, немножко стрёмно, потому что вот днем еще в лесу нормально. Но ночью, если особенно густой лес и какая-нибудь облачная погода, там реально ничего не видно из-за отсутствия света. Это бы меня очень удивило. Ты сказала, что только что ориентируешься в лесах? Я не знаю, он такого не говорил, но это вариант ответа был. Намекнул нам чуть-чуть, что он ориентируется в лесах. Иногда я хожу с друзьями в походы. Я хочу в поход. Блин, я так хочу пойти в поход. У меня нет близких друзей, которые очень увлекаются походами. Сейчас нам удается выбраться в поход максимум раз в год. Раньше большую часть лета мы проводили в лесах вокруг Red Lake Pines. И все это уже не так интересно, как раньше. Ну, я понимаю, что это попытка завести беседу. Адам тоже ходил с вами в поход. Может быть, Адам вообще там как рыба в воде просто разбирается. Обычно именно он и собирает нас всех вместе. Ну, тогда он точно знает все эти леса. Я никогда не была в походе. Ну, то есть шляться по окрестностям деревни ночью по лесам в компании подростков, это не совсем поход. На самом деле я никогда не была в походе. Я знаю, что моя двоюродная сестра была в походе. Она очень часто рассказывала там всякие истории из этих походов. Блин, я так ей завидовала, если честно. Что... Ну, то есть я слышала такая,
вот с такими вот глазами, про то, как они там под гитарку что-то на машине, шашлычки пошли, вот это все в каких-то лесах, спали в палатках. Ой, это вообще классно. По-моему, это были ее истории. Да. Неужели? Но соглашусь, что походы до занятий не для всех. Я знаю, это своеобразная история. Но я бы хотела хотя бы на хайкинг для начала сходить. Вот. Вообще-то я хотела сказать еще в самом начале. Что ты хотела мне сказать? Что ты мне хотела сказать? Я знаю эти леса всю свою жизнь. Так. И типа ты такой опытный. Я бродил по ним в том числе и в темноте уже не знаю сколько раз. Ну так поэтому он не стал идти один в темный лес. Но сегодня ночью лес мне кажется каким-то другим. Потому что ты не в походе. Ты ищешь пропавшего друга. Пока еще не факт, что пропавшего, но предположим, что пропавшего. Конечно, нет, но тем не менее. Конечно, это совершенно другая атмосфера. Тебе кажется, тут же, понимаешь, во-первых, ты потенциально обычно думаешь, что лес, допустим, окей. Конечно, лес не такое безопасное место, но в целом ты ровно к нему относишься, да? А сейчас, так как ты думаешь, что кто-то что-то пропал, кто-то там еще был, еще какой-то неизвестный, это все это жутко. Страшно. Не могу избавиться от ощущения, что за мной следят. Тебе известно, что когда такое чувство, то часто так оно и есть. Нет, на самом деле все это в его башке, но я хочу немножко нагнать на него страха. Понятия не имею. Обычно мне не кажется, что за мной наблюдают. Я не думаю, что тут что-то есть. Наверное, просто обстоятельства такие, скорее всего. И Вегу это способствует. Любопытно взглянуть, где ты сейчас. Здравствуйте. Давайте посмотрим. Да, давай, круто. Ты имеешь в виду? Позвонишь мне? Лес. Это лес. Этот крупный план. Спасибо тебе большое, что ты мне написал, про него рассказал. Нет, серьезно, как это звучит? Типа, наверное, так. Как ты хочешь вернуться обратно к машине? Давайте уточним. Есть ли у него какой-то план? Планирует ли он что-то? У меня же есть мой мобильный, на котором уже явно меньше 33%. Ой, слушайте, а мы добрались до середины, кстати. Я уже сказала тебе спасибо. Раз 15. Очень много. Очень часто ты мне говоришь спасибо, я не помню. Ну, ладно. Надеюсь, у него хватит зарядки. Вот. Как насчет номера 16? Пожалуйста. Я люблю, когда меня ставят на пьедестал. Все-таки это лев в моей крови говорит. Сегодня ночью случилось много чего странного. Думаю, что многие удалили бы мое сообщение в первые же минуты, но ты все еще здесь. Честно, вот хочешь честно, вот я вот от сердца тебе сейчас скажу. Знаешь что? Мне сразу стало ясно, что это пранк. Мне сразу стало ясно, что здесь что-то не так. Ты знаешь, просто у меня были такие вещи, что само по себе удивительно. Просто оно в моей крови. И поэтому спасибо тебе, проходила. На здоровье, от души, с морского плеча. Ты скоро получишь счет. $100. Это будет справедливо. Конечно. Любимый проходил только про справедливость. Только честная женщина. Я его перешлю Адаму. О май гад, Вал! Если бы я была в Редлоге, я бы, конечно же, пошла с тобой. Прости меня, Джейк. Я, конечно же, тебя дождусь, но... Я тебе не верю. Почему это ты мне не веришь? Ну как же? Я тебе говорила, я всегда хотела пойти в поход. Ты бы пошла со мной сейчас по этому мрачному лесу. Such a romantic scene. Тут столько мрачности, романтики, адреналина. Вау. Отлично, мне кажется, вообще. С человеком, которого не знаешь, чтобы искать Адама, которого ты тоже не знаешь лично. Не сомневайся. I love what you're describing. Что? Что бы не было в этом лесу?
Бояться там нужно меня. Если еще не все живые существа в этом лесу знали, что я здесь, то теперь знают. Ну, сори. Прости за то, что у меня такое искрометное чувство юмора. Но если бы ты действительно была здесь, мы бы с тобой познакомились поближе, ладно, извините. Я бы даже не допустил, чтобы ты пошла со мной в лес. И что бы ты предпринял? Связал меня. Я веселюсь, если что, я веселюсь. Как бы ты меня удерживал, посадил бы тебя в мою машину? Нет, я сомневаюсь, это не получилось. Ну, учитывая мой рост, вес и комплекцию, у тебя бы с трудом это получилось. И если вообще бы получилось, я бы отбивалась. Я не хочу хвастаться, но обо мне говорят, что я очень сильный. Не сильнее, чем я. Нет, ну правда. Ну правда. Я бы доказала тебе. О май гад, ну хорошо. Но тебя здесь нет. Это меня нет. Ты можешь дать волю своему воображению. Правильно понимаешь, что я сейчас услышала какое-то что-то? Киса, это ты там шкодишь? Пиздец, я услышала, как по стеклу с той стороны окна ударили. Это, скорее всего, гид ловил комара. Но мне все равно стало стрёмно. Если ты дальше будешь меня дразнить, то я приеду. Только чтобы оказаться в моей машине. Ты всегда так торопишься. Ну зачем ты так торопишься, сладкий? Что мы будем делать в твоей машине? Расскажи мне. Ладно, давай на этом закончим. Ладно. А то я еще в дерево врежусь. Бля, разве ты не сильнее дерева? Ладно, это то. Бросим это. Ну что, я же такой сильный. Я запомню это. Ой, надеюсь. Побережем твой аккумулятор. Разве я не сильнее дерева? Это было бы не лишнее, но я согласна, да. Спасибо за беседу. Как там зарядка на твоем телефоне? Чисто интересно, потому что, ну мало ли. 27%. А, так у него нормальный аккумулятор. Так, что это? Все совсем безобидно. Позвоните Эрику. А мы уже сблизились с Эриком. Ребятушки, там что-то общаются без нас. Конечно же, разблокирую сейчас. Конечно же, Эшли пишет Эрику. Ну, без нашего ведома. Эрик, я могу с тобой поговорить о чем-то личном. О чем-то очень личном. Давай. Разумеется, в чем дело? А что если вот... я просто думала, что эти тайные чатики, они открываются... Ну, понятное дело, за платно, но что если это просто программа, которую нам оставил Джейк? Я очень хочу встретить Джейка здесь, ладно. Разумеется, в чем дело? Давай проясним ситуацию. Мимо проходила. Это кто? Ну как же, я же у тебя рассказывала тебе все, что мне известно. Адам переслал мне ее номер телефона, когда я был в горах у Гринсайда. Что еще тебе хочется? Да, это ясно. Но он, наверное, сказал тебе еще что-то, правильно? Нет, не сказал. Мимо проходила эта дама всех сердец, если что. Что, не знаешь, что ли? Погоди, мой карманный фонарик замигал. Я просто понять не могу. Одного, Эрик, я не могу понять. Адам же не будет просто так без причины присылать какие-то контакты. В качестве ответа на то, что он не пришел с тобой навстречу. В чем тогда смысл? Я не знаю. А Эрик знает. Растительность здесь становится все гуще и гуще. Эрику вообще похер на то, что пишет вообще. Если фонарик подведет меня, у меня будет проблема. По крайней мере, до утра. Ты уже очень далеко в чаще леса. Я в таких дребедениях и дебрях вообще чащих, что даже страшно описывать. Ну, что ты ему скажешь? Короче, или Адам хотел что-то сказать тебе, переслав номер телефона этой... Как ее там? Мимо проходила. Свое имя сначала запомни. Я вообще не знаю, кто ты. Что значит, как ее там? Может, еще «Эй» ко мне напишешь, а? Это все просто большое недоразумение. Детективное агентство мимо проходило. Это последний бастион, последняя надежда пропавших людей. О чем ты вообще, Эш? Ну ты как будто не знаешь. Могу заверить тебя, что это не недоразумение. Я нашел карту. Какого? Что? Я нашел ее в машине Адама. Адам — это не Джейк, это будет ужасно.
Она была в черном конверте, как смола. Я не могу это его сравнить. Черный, как смола. Черный, как ирландское пиво. И адресовано было «Мимо проходила». Хочешь честно, я теперь забеспокоилась еще больше. Да я бы тоже обосралась, если бы я была там. Послушай. Я знаю, что это очень странно. Но, может быть, ты просто мне доверишься. Может быть, ты чуть-чуть будешь в меня верить. Я помню, чем все кончилось, когда я доверилась тебе в прошлый раз. А чем все кончилось? Не хотите ли вы обсудить это в тайном чате? Ой, ладно, извини, глупость ляпну. Не стоит извиняться. Стоит, а еще лучше стоит рассказать, что было в прошлый раз. Может быть, нам не надо доверять Эрику, понимаете? Это было нечестно, но я очень боюсь, Эрик. Не надо бояться, страх — это наш враг в сложившихся обстоятельствах. Здравствуйте, Эш. О чем речь, собственно? Кто ты? Кстати, заметьте, это моя натуральная белая прядка. Я просто хочу тебе задать вопрос. А я уже не помню, может, я забыла это или не поняла, но вообще-то... Что вообще-то? Где вы познакомились? Я имею в виду ты и Адам. Я в душе не ебу, кто это. Все, на этом. Ах, вот как. Я не знаю, откуда он может знать обо мне. И о моем детективном агентстве мимо проходила. И Ко. Там все, там Ричи, там Джейк, там все. Хорошо, но тогда вся эта история еще загадочнее. Я согласна. Я имею в виду, слушайте, 100% продолжение Дасквуда. 100%. Кто-то вот из Дасквуда, кто... Вот, они знают, мы знакомы 100% через несколько рукопожатий с Адамом. Я имею в виду, вы друг друга не знаете, несмотря на это, он шлет Эрику твой номер и исчезает примерно в этот же момент. Это все очень странно. Сегодня было вообще очень много странностей было. Если я так вообще разделяю твое мнение. Не обижайся на меня. Я вообще не собиралась обижаться. А на тебя часто обижаются. Скажи, давай поговорим об этом. На тебя часто обижаются за то, что ты, чуть-чуть подозрительная. Я вот, например, очень подозрительная. Но мне почему-то кажется, что ты можешь все это объяснить. Есть только один человек, кто может это все объяснить. И это не я. Эш, вот я смотрю, у тебя синие волосы и наушники. Может быть, ты хакер? Ты была связана с этим делом о похищении этой девушки из Дасквуда? Наконец-то связь! Да, это я! Ой, извините! Я просто, да, это я. Ее зовут Ханна, вообще-то. Мы с ней подружане. Вот, знаешь... Агентство мимо проходила и Ко, Ханна тоже там. Значит, я права. Ты права. Откуда тебе об этом известно? А что я знаменитость, Мимо проходила эта знаменитость. Все понятно, все ясно. Вопрос скорее в том, как можно не знать. Yes. СМИ только об этом писали. Не только об этом и писали. Почему ты умолчала об этом? Джейка рядом со мной нет, не ожидать от меня чего-то особенного. Не надо завышать ожидания, чтобы потом рухнуть на землю и разбиться о скалы реальности. Потому что у тебя есть опыт в подобных делах. Поверь мне, мы тут точно без претензий. Я имею в виду, что ты, моя сладенькая, имеешь в виду, что если два дела связаны друг с другом, они не связаны. За исключением тайных чатов, через которые я слежу за вами. Ты не можешь этого знать. Они еще как связаны. Это я чисто так, ляпнула. Я знаю. Я буду уверенная на все 100%. Я тебе говорила в начале, вот где-то, до этого в ролике, что я знаю, что это точно два связанных дела. Потому что там тоже была какая-то история. Теперь вот это вот Стрэнджер, это Таро карта. I'm so excited. А в чем настоящая причина, что ты нам ничего не сказала? Ты правда хочешь это знать? Это сайд-стори, которая относится к Дасквуду. Блин. Я все еще я вообще-то надеялась, что, Джейк выбрался. Но давай скажем, что я потеряла кое-кого в Дасквуде. Но учитывая, что у нас тут есть тайный чат, я надеюсь, что Джейк жив. Как бы мне это получше объяснить? У меня такая глубокая травма. У меня глубочайшая травма. Ты еще в виду пожар в руднике? Да. Как-то
закрываю глаза, я вижу его перед собой. Это его темный капюшон. Ладно, извините. Ну ладно. Это я. Могу себе представить. Должно быть, это был кошмар. Похититель действительно сам устроил пожар. Хочу ли я говорить, что это был Ричи? Не буду говорить, да. Не буду говорить, что его звали Ричи, потому что... А вдруг он жив? У него была отвратительная манера каяться. У него, блин, это смешно. Да, есть такой... Ой, девочки, все, хочется переиграть в Дасквуд. Ой, все. Вы были близко знакомы? Да, довольно близко. Он был моим бро. Он был моим другом. Crazy story, безумная история. Я не знаю всех деталей, конечно, тебя там не было. Только я там была. Или что на самом деле произошло в руднике. Но я уверена, что тебе не удалось бы повлиять на это. Но мне, черт возьми, кажется, что удалось бы. Ну, мои мальчики. Один сбежал, другой. Я не хочу говорить про Джейка. Так, подожди, давай расставим все точки над «и». Я не буду говорить про Джейка. Ну, то есть, я не знаю, прощать тебя вот за разбережение старой раны или нет. Я не нарочно. Ну, ты не знал. Ну, точнее, я думаю, что она знала, но я не буду говорить, что там был Джейк. Понимаете, я не знаю его судьбу, а вдруг после всей этой акции, I am Jake, которую мы устроили, и после того, как туда наглянули федералы, я вообще не буду ей говорить, что типа там был кто-то еще. Нет. Иногда довольно тяжело говорить о прошлом, я и сама прекрасно это знаю, но если тебе нужно будет выговориться, я всегда готова выслушать. Спасибо, конечно. У меня, знаете, есть такое ощущение, что они просто не наняли актрису еще, ни на Эш, ни на Чарли. Вот и все такое. Я повторюсь, мне реально жаль, что так вышло. Я смотрю, Эш там написывает просто всем. Что случилось? Ну скажи мне, что случилось? Что-то случилось? Типа того. Мимо проходил. Сейчас крысятничать пойдет. Ты посмотри. Да не просто кто-то там. Ой, у меня дедушка любит так говорит. Это не просто кто-то там. Она мимо проходила из Дасквуда. Это, видимо, бесплатно, потому что мы прошли Дасквуд. Что? Я имею в виду. Ты уверена? Я вообще на 100% уверена. Я говорила только что с ней об этом. Да ты что? Вы еще и об этом поговорили? Я местная знаменитость. Девочки, я местная знаменитость. Все. Так, и дальше что? Давай рассказывай быстрее. Что ты сказала? Какие сплетники. Ой, какие сплетники. Мне это нравится. Эти слухи, правда? Что правда? Какие слухи? Я думаю, тебе нужно просто самому с ней поговорить. Кем ты там собрался со мной говорить? Поспешу это сделать. Стой, ну не сразу же. Почему же это нет? Потому что мимо бродила, все читает. Я просто уже привыкла лезть в чужие переписки, Во-первых, в этом деле в качестве исключения тебе лучше не рубить с плеча. Что бы это значило? Это очень деликатная тема. Ты деликатная, я согласна. И я знаю, что в таких делах все может пойти совсем не так. О чем она вообще? Слушайте, иногда здесь они что-то такое пишут, что мне очень трудно уловить смысл диалога или реплики. А во-вторых, деликатная тема, да, очень деликатная тема. А во-вторых, нам сейчас нужно сосредоточиться на Адаме. Ну не расстраивайся. Зайка, не расстраивайся. Теперь нам еще и держать ответ за весь Дасквуд. Отлично. Хорошо. Тогда я снова исчезаю. Погоди, есть еще одно дело. Какое? Ты сказала ей? Что мне сказали? Что я могу помочь ей? Чарли, ты мне нравишься все больше и больше. Нет. А почему ты мне ничего не сказала? Это ты сам ей скажи. Скажу. И скажу. Что ты думаешь, не скажу? Скажу. Террас. Мимо проходила из Дасквуда. Тоже нам поверит. Связь Дасквуда. Так, связь с Дасквудом. Почитай в тайной переписке о Дасквуде. У каждого есть свои секреты. Я, если честно, так волнуюсь. Я просто думаю о том, что в диалоге с Эш, а что если нужно, наоборот, было
упомянуть Джейка. Его участие во всем этом деле, оно, конечно, не было, точнее, секретом для всей нашей, по-моему, группы. Но так как я не знаю, поймали его федералы или нет, и я надеюсь, что он ускользнул, я бы молчала. Давайте так, вот если отбросить игру и игровые механики, я бы молчала вообще о том, что там был Джейк. Типа, не говоря о нем, я таким образом, типа, его защищаю. Понимаете? Потому что я, во-первых, человек дорогой, трепаться обо всем про Джейка. Ну, то есть, я так понимаю, конечно, что там показывали что-то в новостях, но вряд ли они сказали про Джейка, и поэтому, короче, я не знаю, вот, но с точки зрения игровой механики, если, типа, нужно было про Джейка упомянуть, в плане, там, ностальгии или как-то там дальше это сыграет роль, я бы, конечно, хотела это знать до того, как закончу этот эпизод. Передо мной забор. Так, а в чем проблема? Перелезь его. Просто перелезь его. Ты наверняка сможешь перемахнуть. Ты же такой сильнее дерева. Вряд ли. Там наверху колючая проволока. Ты можешь описать? Опишите, пожалуйста, забор. Что это такое? Тайные какие-то штуки с крупными ячейками, где-то 2,5 метра высотой, не подключен к току. Тебе хочешь, не хочешь, придется обойти его и слегка отклониться от маршрута. Слушайте, на самом деле мне нравится, что благодаря Дасквуду к нам позитивно относятся, потому что я помню эту историю с видео, которая сестра, подруга, вот эта вот дамочка выставила, и это был полный пиздец. Если честно, последние 10 минут я только этим и занимаюсь. Может быть, это вольер для диких животных? Такой большой вольер. Огромный. Шел прям... очень большой. Вайлет, ты прочитай переписку. Просто прочитай предыдущую переписку. Что ты спрашиваешь, что случилось? Сейчас мы еще Вайлет будем объяснять, что за забор с колючей проволокой. Приходит новый человек, ему нужно по 10 раз вводить в курс дела. Прочитай переписку чуть повыше. Подождите. Что такое? Ты что-то знаешь? Эрик, стой! В чем дело? То, что перед тобой... Это не простой забор, это всем забором забор. Это запретный лес. Отдает драмой. Что это за запретный лес? Это запретный лес. Эрик, у темной тропы. О май гад. Это так все мистически. Даже похоже на то, что такое. Может, эти просто... Темная тропа, запретный лес, мы что, в фэнтези-фильме с Средиземья, что это такое? Вот Фродо, когда вышел в книге из Хоббитона, только покинул пределы Шире, тут же попал в древний лес. Вот, может быть, в Средиземье с вами. Темная тропа — это участок леса, когда мы были детьми, нам рассказывали, что там, в общем, я обещаю, что я не буду смеяться. Там в лесу обитает зло. А что там на самом деле? А на самом деле там просто темный участок леса, овраги, и там, не знаю, какие-нибудь ручьи, и просто там опасно ходить детям. Вот поэтому их пугают такой страшилкой. Об этом лесе рассказывают множество страшных историй, но все это суеверие, конечно. Забор на краю леса подпитывает эти суеверия. И из-за этого леса и этого забора идет наш сигнал. Я правильно понимаю, что мы туда пойдем. Если верить Вега, то да, но он может точно так же находиться и за лесом. Я даже не знаю, как далеко он находится, но тебе придется обойти этот забор. Кто-нибудь из вас знает, какой длинный этот забор? Давайте посмотрим на Google картах. Когда я была ребенком, мне строго-настрого запретили там играть. И даже вообще приближаться к этому забору из-за каких-то страшных историй. Серьезно, там 100% должно быть что-то реальное, физическое и так далее. Или, может быть, потому что этот лес так далеко от города. 100% так и было. Я никогда не задавалась этим вопросом. Просто стрёмный огромный участок леса, если там ребенок упадет, пропадет, ногу сломает, станет сидеть под кочкой, его потом 3 дня будут искать. Ну что же, в таком случае мне наверняка нужно идти дальше вдоль забора. Давай. Но будь у тебя кусачки, ты бы мог разрезать забор. На данный момент я другой перспективы не вижу. Дыра в заборе. Вот она, моя дыра в заборе с помощью кусачек. Это был бы наилучший вариант. Я часто там бывала ребенком. Для тебя не было запретных территорий.
Чарли мне нравится. Он, знаете, он такой, ну, на подъеме, на веселее и не создает драму на ровном месте, давайте скажем так. Он такой сразу же говорит: я сейчас приеду к тебе на тачке, я сейчас все зарешаю, я там гулял ребенком, я там делал то, делал все. Классно. Однако обычно это вызывало скорее обратный эффект. А в детстве мне больше запрещали, чем разрешали. Хи-хи. Не знаю, как это хи-хи. Надо было не хи-хи, а хе-хе. Вот это лучше будет. Как-то раз я даже ускользнул из дома посреди ночи. Но пацаны явно полегче, чем ребята в Дасквуде, я так скажу. Мне было необходимо узнать, что скрывается за этим забором. И что же там? До этого случая с Билли Блейком. А что случилось? Кто такой этот Билли Блейк? Ой, эти маленькие истории из маленького городка. Вообще, еще, кстати, у американцев есть такой говор, не говор, а привычка, особенно если почитать того же Стивена Кинга, они как начинают, знаете, вот перечислять: вот это вот забил такой-то матч, шайбу, сейчас, это что-то я, такой-то игрок в таком-то году так потрясающе какой-то там бейсбольной игре, такой-то Лиги Чемпионов, и ты такой: господи, чел, ты все это знаешь. Очень часто встречаются в кино и книгах такие персонажи, я не знаю, как на самом деле, вот, но в кино и книгах прям постоянно. Он исчез, Билли Блейк на темной тропе. Мне знакомо это имя. Я так и думал, Билли был знаменит в городе. Один из тех, кто буквально притягивал несчастье. Злые языки сказали о тебе то же самое. Нет, я хотела спросить, чем Чарли знаменит в городе, черт. Промахнулась, ну ладно. Ладно. Ну, они смешные. Но если серьезно, вот здесь уже что-то пошло на подъеме. Вот это уже мне нравится. Вот эти вайбы интересные. Я в жизни не забуду мою последнюю встречу с Билли Блейком. Почему нам тогда ничего об этом не известно? А ты как будто знаешь, когда он последний раз встречался с Билли Блейком. Ну подожди, дай человеку рассказать. Не торопись. Вообще не торопись. Потому что я еще никому об этом не рассказывал. О май гад. Ты меня заинтриговал. Вот это, конечно... клиффхенгеры на следующие сообщения. Мне нравится. Извините, просто забудьте об этом. Назвался груздем, мой дорогой. Давай, лезай в кузов. Лезай. Все, у меня русский уже куда-то полетел. Послушайте, теперь я хочу все знать. Не, ну раз ты хочешь все знать, то конечно. А то, что я хочу все знать... Я тоже хочу все знать вообще-то. Обычно ты нам свои истории в режиме нон-стоп рассказываешь. Да, очень уверен, выкладывай уже. Я надеюсь, там Эрик все это время идет вдоль забора, а не стоит такой: я тоже хочу послушать историю. Ну хорошо. Но не говорите потом, что я вас не предупреждал. Мы не скажем. Итак. Тогда на углу Кингс-Лейн еще стоял один из тех старых автоматов по продаже сигарет. Вокруг него стояли несколько человек, в том числе и Билли. При этом они вытворяли нечто, что привлекло мое внимание. Автомат проглотил монеты Билли, и эти ребята тщательно пытались вернуть их. В какой-то момент Билли потерял терпение и с силой пнул автомат. И как назло, его отец как раз сидел в закусочной на другой стороне улицы. Надо добавить, что его отец был таким человеком, которому и повода не нужно, чтобы поколотить отпрыска. По утрам Билли достаточно было посмотреть ему в глаза, чтобы он выбесился. Есть такие люди. К сожалению. Не, это не моя история, спокойно. Это не я. Я просто, я знаю, что такие люди есть. Я не имела в виду, что это происходило со мной. Как бы то ни было, Пинки Билли заставили его отца сложить газеты и посмотреть на ребят. И могу я вам сказать, я еще никогда в жизни... Ну ты же ничего не сделал. Я еще никогда в жизни так не бегал. Да, но... Как в таких случаях говорится, грех пополам, беду пополам. Окей, туда, боялся отхватить еще чего-то. Пробежав пару метров, я остановился и обернулся. Все мальчишки разбежались в разные стороны. Все, кроме Билли. Он не сдвинулся ни на миллиметр и смотрел на своего отца. Нет, ему не... Прикиньте, он, дал отпор бате. Вот это будет хорошая история. Конечно, было. Я не сомневаюсь, что ему было страшно. Но тогда у меня не было этому объяснения, почему Билли остался там. Он был единственный, кому действительно грозили побои отца. Как же ты думаешь, почему он так поступил? Давайте спросим. Бегство не спасло бы Билли. Он бы не удрал от него. Это очень печально. Это реально очень печально. Это очень страшно. Это очень страшно.
Я подумал, что он его убьет. Блин, честно, жутко какая-то история. Так сильно он его бил. Но если в последний раз Чарли видел Билли там, то либо его отец его убил, либо он сбежал из дома и просто больше никогда не вернулся. Это было посреди дня на городской улице, когда Билли Блейка собирался забить до смерти его собственный отец. Тут мне придется прервать этот рассказ. Почему? Не, ну, если честно, это на самом деле очень жуткая история. Я так хихоньки да хахоньки, но это жутко. Кажется, в одном месте нет колючей проволоки. Мне что-то кажется, что это та гора, где, ну, типа, где все это произошло, где был поджог. Понятия не имею, широко ли там, отсюда мне не особо хорошо видно, но я хочу получше посмотреть это место. Давай. Но мне кажется, вот уже, причем мы уже подходим к концу, звучит довольно многообещающе. Я убираю ненадолго телефон. Хорошо. Тогда я воспользуюсь случаем и сделаю себе быстренько кофе. Через 5 минут встречаемся, значит, получается. Ну что, все вернулись. Я вообще все это время была тут. Я вообще никуда не отходила. Я все сидела. Только Эрика нет. Блин, ну Эрик это самый главный чел. Он наши глаза и уши вообще в этом всем. Бля, мне кажется, там что-то будет интересное. Я хочу какую-нибудь тайную лабораторию или какие-нибудь эксперименты. Ведь ничего не случилось. Да, меня тоже это интересует. Эрик пришел. Эрик! Как там дела с забором? Забором крови. Ложная тревога. Нет? Серьезно? И издалека оказалось, что там нет проволоки. Досадно. Досадно. Ну, давайте ее раздерем. Ты что-то нашел более стоящее, да? Я продолжаю обходить забор. В таком случае я продолжу свой рассказ. Может, не надо? Мне сердце кровью обливается, когда я слушаю такие рассказы. Давай не будем. На чем я остановился? Отец избил Билли. Ой, аж сердечко защемило, ну не надо. И такая эмпатичная стала после терапии. Вообще, не надо. Уже после первого удара Билли упал на землю. Но это не остановило его отца-подонка. Он только начал. Это все было ужасно. Не надо. Ну не надо, я ну что мне рассказывать. Было. И я бы тоже запомнила такой пиздец. Это уж точно. Можно уже как чел пропал на тропе. Хотелось бы, чтобы следующая часть этой истории была более героической. Но тут уж как есть, так и есть. Ведь я хочу рассказать вам все как есть. Ладно, давай только правду. Ой, давай только правду. Очень стрёмно. Итак, я стояла там и смотрела, как отец Билли, не останавливаясь, колотил его. Тогда я сделала единственное, что мне пришло на ум в этой ситуации. Что же это? Я начала рыдать. Я не разделяю варианты ответов, которые даны мимо проходила. Эта ситуация, давайте так. Если он был ребенком или подростком, скорее всего, может, каким-нибудь ранним подростком, это одна из вполне самых нормальных реакций на стресс, ужас. Да, типа замри, беги, и вот может одна из вариаций замереть, это рыдать. Но давай ответим чего, но я не разделяю такие ответы. Но он рыдал, хорошо, давайте уже перейдем к тому моменту, когда этот чел исчез на тропе. Это рыдание не было нормальным, вот уж нет. Истерика у ребенка была, естественно. Еще и орал как заведенный, ну, и так громко, что меня полгорода слышало. Естественно, в этом нет ничего постыдного. Это нормальная реакция психики на пиздец, который ты видишь перед собственными глазами. Одна из возможных нормальных реакций. Но героем меня тоже не назовешь. Ну, это сколько у тебя должно быть внутренней силы для того, чтобы в этой ситуации еще быть героем? Нет, ну, что за бред? Как бы то ни было, от моего крика уши закладывало, и он подействовал. Ну да, другого ты чужого ты ребенка не поколотишь, наверное. Множество людей вокруг обратили на нас внимание. Они выглядывали из окон, открывали двери. И ты мне говоришь, что ты не герой. Ты своим криком спас, скорее всего, этого Билли. Или как там его назвать. Одна из машин даже остановилась посреди улицы и начала сигналить. Дай угадаю, никто из них не вмешал. Это такой вопрос, но в этом не было необходимости. Чела, ты нам говоришь, что ты не герой. Отец Билли тоже вдруг заметил всех этих людей вокруг. И ты нам говоришь, Чарли, что ты не герой. Ну кого ты обманываешь? Герой. Вот он, героизм. Это вывело его из бешеного состояния. Он, наконец, отпустил Билли. Я могу только сказать, мой рев спас жизнь Билли Блейка. Ты можешь собой гордиться.
Это правда. Это очень круто, что вообще это произошло. Тогда я видел Билли в последний раз. Ну, конечно, после таких побоев чел просто свалил из города. Либо его отец окончательно добил, если вдруг он все-таки не свалил. Но я очень надеюсь, что он свалил. И прошло не так много времени, как стали ходить дикие истории. Что за истории? Ну да, Билли смылся. Я надеюсь, что у него все ок. Я думаю, что это отличный вариант для него. Вот, но история, конечно... Слушайте, мне этот Чарли нравится. Дело было просто в том... Да. Чарли мне нравится, он классный парень. Что большинство теорий странным образом были связаны с лесом. Но это, не знаю, мне кажется, это просто ситуация, которую еще и подкрепляли суеверные какие-то предрассудки. Я не знаю, что из этого соответствовало действительности, но Билли исчез, и с ним мой интерес к темной тропе. А это еще с какой-то... Почему это? Наоборот, мне кажется, нужно было обследовать. Многие предполагали, что его отец зарыл его где-то там. Блин. Все внутри меня просто взбунтовалось сейчас. А если бы это было так на самом деле, тогда мне точно этого знать не хочется. Тебе хочется это знать. Тебе хочется знать, кто именно находится рядом с тобой за забором. Знаете, что это я думаю? Вот я думаю, это было правильно, что ты рассказал ее нам. Потому что, скорее всего, мы наткнемся не на один труп на этой темной тропе. Да уж, конечно, жутковато. Жутковато. Тут место без колючей проволоки. Отлично! Великолепно! Пойдем туда. Забор вдавлен. Я не знаю, что это значит. Но это хорошо. Здесь уже кто-то побывал. Это и ты тоже справишься. Ты же сильнее, чем деревья. Давай, пойдем туда. Не факт, кстати, что это был Адам. Но мы пойдем туда, потому что туда ведет сигнал, который... Это я рукой. Это я рукой. Значит так. Туда ведет сигнал, ловушку, пранк которого нам расставил Адам. Я перебираюсь на ту сторону. Желаю тебе удачи. Пусть удача всегда будет с тобой. Давай. Штуки, ты разве не хочешь шепнуть это еще разок? Ну, Эш, понятно, она такая осторожная. Валит просто очень курит в сторонке. Эш осторожная. Значит, ты еще можешь повернуть назад. Я справлюсь. Я поверну назад, когда я найду Адама. Или сигнал. Давай иди уже туда дальше. В общем, ты знаешь, надо было меня дождаться. Мое предложение в силе. Как там твой аккумулятор? Мне кажется, мы дышим над его аккумулятором. 21%. Да потому что не надо было читать историю Чарли. И нет, Чарли, это будет стоить нам много времени. Эрик, послушай меня. Послушай старшего. Я не хочу показаться пессимистом. Да. Но мы до сих пор не знаем, что действительно скрывается в лесах. Чарли, давай уже, ну, не тяни. Камон. Ну, скорее всего, это камон. Ладно, я подначиваю их, чтобы они туда пошли. Не, на самом деле, это Чарли прав. На самом деле, вдвоем идти было бы лучше всего. Тут, знаете, я разрываюсь. На самом деле, время очень важный фактор. Если реально там, ну, допустим, мы забудем про мои мысли о том, что это все пранк Адама, Билли Блейк. Что это все пранк Адама, и реально Адам в опасности, то тогда время — это очень важный фактор. На приборе Вето только что звук сигнала поменялся. Что? Он сейчас заметно участился. Это очень хорошо. Это значит, что ты приближаешься к месту, откуда этот сигнал исходит. Конечно, это значит, что мы уже близко. Это может значить, да, я аж даже немножко занервничал. На дисплее тоже есть изменения. 100 метров. Главное, чтобы это был не труп. Ты в 100 метрах от сигнала. Приготовься. Мало ли, что нас там ожидает. Выключи свой карманный фонарик. Блин, ну тогда он не сможет идти. Ну давай все-таки посоветуем. Ну, это твой совет, на самом деле. Я не знаю. Я никогда не выживала в лесу. Я не знаю, как лучше. Я знаю, что лучше выключить фонарик, ну, типа, для того, чтобы самого себя не обнаружить. Но при этом тут, да, типа, там заросли, там тяжело идти. Но что, если там кто-то есть? Кто-то есть. Кто нам открывает тайные диалоги? Это же явно не механика игры. Ну, то есть, в Дасквуде было логично, что мы за кем-то подглядываем, что это темнота, друг молодежи. Ай, ты мой сладкий.
Хотя это, конечно, надеюсь, что кто-то это Адам. Короче, ладно, пускай выключит. 50 метров, я вся на нервах, я тоже. Ну, то есть, свет от телефона. Зачем нужно было включать фонарик, если там есть свет от телефона? Это как, типа, ты вроде выключаешь фонарик, ты перестаешь показывать, что ты есть, но ты сам не видишь опасность. Я не знаю, ну, допустим, что он выключил фонарик 10 метров. Ой, этот отсчет. Какой-нибудь люк в лабораторию. Я хочу в люк в лабораторию. Какую-нибудь заброшенную штуку. Честно говоря, ничего. Ничего звучит, как мимо проходило. Здесь ничего нет. Что-то там должно все-таки быть. Что-то же издает этот сигнал. Правильно? Правильно. Что именно ты видишь на дисплее? 0 метров. Мне кажется, может быть, там как-то, ну, типа, какое-то расстояние должно быть. Ну, то есть это же не точная точка, например, а там ты можешь сделать для нас... Да, давай, сделай для нас пару фотографий. Хочу все увидеть собственными глазами, но я же мимо проходила из Дасквуда. Ну, алло, я во всем разберусь. Хорошо, подождите секундочку. Давайте. Окей. Ничего нет. А ты, я смотрю, включил обратно фонарик, да? Ну, то есть... Ладно. Слушайте, атмосферно, конечно, пипец. А вот что вот этот цвет издает? Скажите мне, пожалуйста. Что это? Кто издает этот цвет? Ну да, вполне обычно. Прикольно так. Собственными глазами. Так, это я тоже заберу. Слушайте, ну, конечно, алмазы надо копить. Сейчас, подождите. А вот откуда идет другой основной свет? Ну, типа, excuse-moi. Здесь ничего нет. Я считаю, что ты не копался в траве. Чарли, ты нам скажешь точно, что мы упускаем. Ой, как такое могло случиться? Я забросал столько расстояния. У нас проблемы, пока не знаем. Все очень мутно, все очень смутно. Что же это значит? Ну, как тебе сказать, мой хороший? И сейчас у сигнала сейчас вот это вот, знаешь, это появление человека, и тут же его начинают вводить в курс дела. Я так понимаю, что Чарли что-то знает. Мне кажется, ну, типа, раз Чарли сейчас ввели в курс дела, либо сейчас ворвется Вайлет и такая, вот как она такая, ой, это же запретный лес, темная тропа, и она такая, ой, да там же на самом деле Вега вот так работает. Пытаться-то стоило. Мы шли к победе. Мы видели цель и шли к ней. Потратила, кстати, все монетки. Что-то тут не так. Здесь должно быть что-то. Ну, посмотри, там получше, в траве, может быть, где-то наверху посмотри, над деревьями, может быть, что-то висит. Не, Эрик, Эрик все правильно делает. Ну, типа, куда-то этот сигнал ведет. Он не может в черную невидимую дыру вести. Почему пока тебе не остановиться на этом? Нет, ну, подождите. Адам, может быть, где-то не здесь, но источник сигнала точно там. Я поддерживаю Эрика. Остановиться сегодня ночью, а ему нужно продолжать поиски. В смысле? В смысле? Вега привела его сюда. Что-то там должно быть, что нам подскажет. Либо это то, зачем шел Адам. Вообще, строго говоря, всего это лишь предположение. Так, Чарли, не надо мне, пожалуйста, вот это вот разочарование. Я только что сейчас заметила, что эта штука обнулилась. Вот эта вот нижняя строчка. Если честно, я думала, что это длина эпизода, а оказывается нет. Мы не знаем, кому принадлежит Вега, кто настраивал этот прибор, и было ли это вообще настроено. Да, это верно. Нет. Было настроено. Было. Прибор лежал в багажнике Адама. Сдаться преждевременно было бы глупостью. И нужно понимать, когда остановиться, ну то есть... Да посмотрите получше в траве, ну чё вы такие ханжи? Алло, кто работать будет? У меня в Дасквуде была команда. Никто не артачился, все слушали мимо проходило. Даже Джейк слушал мимо проходило. Какого хрена, Чарли? Ты тоже должен слушать мимо проходило. Я тебе доверяю, Эрик, я тебе вообще полностью доверяю, давай. Я довольна, я считаю, что, ну, типа, Эрик добрался. Имело бы смысл, ну, там, в начале повернуть назад. Но уже он все, он уже там. Нет, мы не будем ждать. Мы ничего не можем предпринять. Так, а что может предпринять? Сколько времени нужно, чтобы добраться до Эрика? Следовало бы знать, что такое может случиться. Пойдемте к Эрику.
Да, он в середине леса, и мы понятия не имеем, где, у нас нету Веги, но почему бы не предложить пойти за Эриком? Думаю, менее чем за час я бы добрался до забора. Странно, что ты до сих пор не выехал, зайка. Но я не знаю, в каком именно месте он перелез через забор, это правда. Это правда, но там визуально должно быть видно. И даже если я найду это место, остается все еще темная тропа. Почему здесь нету, типа, знаете, вы какой-то вот большего варианта, что типа иди, плевать на опасность, иди. Не знаю, в какой-то момент он поймет, что Вега не работает, и ему просто нужно повернуть назад. Там, скорее всего, есть просто определенное пространство нескольких метров, типа вот точка. То есть это не конкретная прям точка, а какая-то область, в которой нужно искать. Или узнать, почему был построен забор. Такое тоже может быть. Ну это же смешно. Ну посмейся. Ну мы дождались. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. У меня есть дикие надежды, что это Джейк, но так как здесь написано аноним. Я не вижу твоего имени, ни номерка телефона. Ну, пожалуйста. Есть там кто? Пожалуйста, пускай он скажет. Мимо проходила. Но неужели ты не узнаешь любовь всей твоей жизни? Неужели ты не боишься в темном лесу и в одиночестве? Бля, чел, так ты не тому пишешь. Ты не тому пишешь. Так ты Эрику должен писать, а не мне. Я-то не в темном лесу. Они такие смешные. А почему ты считаешь, что я здесь одна? Я как раз-таки совсем не в одиночестве. А ты чё? Ты со мной. Будь осторожнее. Ну как раз. Ой, какой заботливый попался в этот раз. Мимо проходила. А чё? Кто тебе номерочек-то дал? Но это не Джейк. Но Джейки сразу бы сказал: душа моя, луна моей жизни. Ну это-то кто? Алло. Алло, ответьте. Алло. Я хочу помочь тебе. Так, и в чем же именно? В чем же именно, мой сладкий? Ну-ка посмотрим. Прикиньте, это Джейк. Лес большой и темный. Ты можешь заблудиться в нем. Так я не в лесу, чел. Ты чем слушал? Или даже хуже? Да, спасибо. I'm good. Thank you. Bye. Если вы поняли, на что это отсылка. Это не ты только что сказала, что не одинока. А ты где-то в лесу. А что ты там делаешь где-то в лесу? Скажи мне, что за темные делишки? Я ничего не буду, какой Билли, ну ты чё? Ну что, мы все с тобой адекватные люди. Что, тебе сейчас лучше? Да это Джеки! Да это Джеки! Это Джеки, я тебе отвечаю, здесь ничего нет. Эрик, послушай меня, выключи немедленно свой фонарик. Выключи. Я тебе изначально сказала, выключай его. Быстро, Эрик, быстро. И звук на телефоне тоже выключи. Видишь ли ты что-нибудь, золотко мое? Нет? Так, чел какой-то идет, да? Это факел. Ептить, это факел. Бля, на Томаса похож, отвечаю, на Томаса похож. Он что, упал? Бля, ну хорош падать. Эрик, не надо падать. Бля, так прикольно. Эрик. Я надеюсь, что с ним все в порядке. Эш! Пиздец. Я тебе отвечаю, это был вылитый Томас. Он такой с бороденочкой, чуть пополнел после событий в Дасквуде. В лесу кто-то был. Это точно был Томас. Мне позвонил Эрик. Похоже на то, что Эрик упал. Больше не отвечает. Только факты говорим. Только факты. Ничего не придумываем. Бог ты мой, что? Позвони Чарли. Он-то сообразит, что делать. Да это точно Томас.
Кто это еще может быть? А ладно, все, он очухался. Ну ладно, ладно. Все в порядке. Да полегчало, конечно. Конечно, полегчало, блин. Это просто весь Дасквуд тут собрался, пацаны, все нормально. Черт побери, что случилось? Ничего страшного. Я не знаю, мне очень весело. Просто был спуск, а я его не заметил. Я это видела. Мы боялись, что ты поранился. Вот и ты не поранился случайно. Нет, ну хорошо. Это хорошо. Конкретно давайте, кого ты видел? И видел ли кто-то тебя? Но я потеряла. Даже киса возмущается. Кс-кс. Что случилось? Все пропустил. Все веселье пропустил. Ема, конечно. Киса, ты иди сюда. Кс-кс. Вау, давай ты не будешь трогать это. Подожди, это и так держится все на соплях. Все держится на соплях, не надо. Давай вот так почешу здесь тебя ножичкой. Ножичкой почешу. Да. Так, с Эриком в лесу кто-то находился. С факелом. Значит, да, факты, только факты. Я защищаю эту стойку от кисы там внизу. Чего? Адам, это был не Адам, это был Томас! Я тебе отвечаю, это был Томас. Эрик здорово упал, так и был. Да все вот не так плохо. Ну, если ты так считаешь, то я не буду настаивать. Давайте перейдем уже к самому интересному. Окей, я услышал достаточно. Я уезжаю на спасение. Команда вернуться назад. Погодите. Мне нужно найти мой фонарик. Ну, давай поищем твой фонарик. Не, ну я не буду как бы что-то артачиться. Ну, хочет человек искать фонарик. Все взрослые люди. Я знаю, что нам делать. Хорошо, Чарли, рассказывай нам, что делать. Рассказывай. Я уже немножко прикипела к этим ребятам. Давайте для начала встретимся все у меня. У меня полно места, наверняка на чердаке у меня еще найдется несколько стульев. Я присоединяюсь. Как-то там виртуально. Попытаюсь. Эрик, алло! Эрик, ты слышишь нас? Я сейчас приготовлю кофе, мы сядем все вместе спокойно обдумаем. Я тоже хочу кофе. Мне надо покушать пойти потом. Мимо проходила. Ты какой кофе предпочитаешь? Чарли, подожди. Подожди, не гони коней. Я люблю кофе с сливками. Эрик, тебя кто-то видел? Нет, я успел вовремя спрятаться. Но мимо проходила, этим я обязан тебе. Это так. Мимо проходила такая корона после Дасквуда. Что вы имеете в виду? Мимо проходила, ты что, предупредила его? Вы там вообще читаете, что я пишу? Все это Эрик и мимо проходила расскажут нам позже. Хочу рассказать все сейчас. Да чё титьки мять, как говорится. Давайте расскажем все сейчас. Быть такого не может. Что? Но я так понимаю, что там больше чела нет. Только что поранился. Нет, все не так. Ну скажите же, ну давайте, ну покажите, ну что там происходит? Это вкусное. Посмотрите сами. Что там? Ну пока тропа просто какая-то. Я тебе говорила, будет лаборатория. Ну, в данном случае, по-моему, это бункер какой-то. Бункер, это заебись. Пожалуйста, можно вот расширить вселенную Дасквуда и Мунвейла, чтобы у нас было что-то вкусное. Тайные хранения под землей, лаборатории, бункеры, тайные загадки, вот это вот все. Ну, вообще стрёмно, если честно. Типа там бункер! Там настоящий бункер! Разблокировать особый путь. Подери. Ладно, мне кажется, это веточная с Чарли. Я так долго думала обо всем этом. Бля, интересно так. Так, часто я спрашивала себя, что такого особенного в этом лесу. Там просто военная база. Челики, там просто военная база. И все, я представляла себе самые невероятные вещи. Но про пещеру я как-то не подумала. Это бункер. Это бункер. Это не пещера. Это handmade. Human-made. Вещь была. Ну, блин, мне так, по крайней мере, показалось. Эрик, а она глубокая? Тебе это видно? Слушайте, у меня дикое ощущение, что мы ходим по той же горе,
из финального эпизода Дасквуда. Потому что там тоже катакомбы, вот это вот все. Я не вижу, что там дальше. А слышишь ли ты что-нибудь? Если ты не видишь, то ты можешь что-то услышать. Хотите поздороваться с Китом? Опа! Вот он! Вот он! Все, он забрался к маме. Кто это? Ты посмотри людям в глаза. Кто это такой? Ему уже почти 3. Киса, когда мы только начинали проходить Дасквуд, тебе было всего лишь 6 месяцев. Отпусти мою рубашку. Я сейчас сниму с вам видео. Это прекрасная мысль. У меня нехорошее предчувствие. У меня отличное предчувствие. Давайте что-нибудь замутим. Я сейчас, наверное, тоже не буду прыгать от радости. Мне кажется, клево, если он, типа, запишет нам видео и вот, пожалуйста, типа, смотрите. Я не об этом, просто... Что просто моя сладенькая? Что просто моя зайенька? Что там тебе там не понравилось? Ощущение, как будто все неправильно. Но мне очень жаль, что ты так себя чувствуешь, но по мне все зашибись. Еще 25 монет, давайте посмотрим. Я тебе говорю, ну какая пещера? Это бункер. У меня дикое ощущение, что это дасквудские катакомбы. Ну вот эти вот, которые под горой, из которых сбегал Джейк наш. Джейк, если ты это смотришь. Пис. Привет. Вот. Я слышу там воду. Боже мой. Сделано человеком, это не пещера. Прямо как в ночном кошмаре. Разблокировать особый путь, хорошо. Звуки. Там вода вроде как капала. Это должен быть один из источников. Я просто помню, что мы сейчас по какой-то горе шлялись в финальном эпизоде и все такое. Мы все подумали об одном и том же. О чем? Так ведь? Да, без сомнения. Только ты мне сначала скажи, о чем ты подумал, а потом я покиваю тебе в ответ. Эрик. Эрик, послушай, что такое? Тебе лучше не ходить туда. Ну, по крайней мере, одному тут я согласна, наверное. Одному ходить туда стрёмно, очень стрёмно, и мне это не нравится. Эрик, ты читаешь вообще, что я пишу здесь? Я для кого здесь распинаюсь, ты мне скажи. Не читает. Ему абсолютно плевать, что вы здесь пишете. В пещере может быть все, что угодно, тут я согласна. Но на самом деле вот в пещеры, в лес и то сомнительная идея идти ночью, но в пещеры ночью это вообще... Эрик, ну камон! Выйди на связь. Может, у него связь пропала? Все-таки у Адама тоже была хреновая связь. Это может быть связано. Тут да, может быть связь. Окей, хорошо. Пойти в этот лес был идиотской затеей. Это не вообще сейчас не имеет значения. Ну, то есть, искать козла отпущения настолько поздно. Зачем? Ни в коем случае не входи в эту пещеру. Мы все успокоимся. Давайте сделаем глубокий вдох и выдох. Народ, да. Ну, скажите, ну что-нибудь уже интересное. Мне кажется, вот эта часть, она пободрее как-то идет. Адам. No way. Я тебе говорила, это огромный пранк. Здорово, пацан. Так Адам просто мой фанат, если что. Ну и криповый же ты, чувак. У меня такое ощущение, что он у моря. Или его тащат куда-то? Я ничего не понимаю.
Это тот чел из леса с факелом. Вообще-то я сейчас вспомнила, что нам аноним написал не только Джейк, но еще и какие-то челы, хакеры там угрожали нам тоже. Окей, типа это не просто история, это ваша история, твоя история. В смысле, про мимо проходила, понятное дело говоря. Про кого еще? Моул, кстати. Она так прикольно исчезала, что там появилась надпись Моул. Алан Блумгейт, это же полицейский! У меня мурашки пошли. На последнем издыхании камеры записываю. Аутро, можно сказать. Слушайте, у меня до сих пор мурашки идут. Я не знаю, насколько бы я хотела играть в Moonveil. Давайте так, издалека начнем. Если бы мне не обещали, условно, сайд-стори про, из Дасквуда про Джейка, очевидно. И я не знаю, на самом деле, вот если вы не проходили Дасквуд, есть ли у вас то же самое, вот это вот видео в конце, вообще вот эти вот сайд-сторисы маленькие, разговоры про Дасквуд, типа, вот интересно посмотреть, есть оно или нет, и как вообще выглядит Moonveil для абсолютно нового игрока, который никогда не играл в Дасквуд. Было прикольно. Прикольно, что есть такая та самая мимо проходила из Дасквуда знаменитая девчуля, что мы такая... то есть, что у нас есть некий кредит доверия в этой группе. И вообще это как-то немножко ностальгически. Я не могла на протяжении всего эпизода избавиться от мысли, что я чуть-чуть сравнивала текущих персонажей, что там Вайлет отмалчивается, и, по-моему, такое же отмалчивание у нас было в Дасквуде, в каком-то там персонаже. Вот это вот более, Эш, по-моему, более приветливая. Я тут же думаю про рыженькую нашу тоже из Дасквуда. Вот. Эрик Ричи я не буду проводить здесь какую-то параллель, все-таки Эрика чуть получше представили. Все равно есть такое ощущение. Мне понравился такой эффект ностальгии, если честно, по Дасквуду. И диалогов, и формата. Типа, это очень круто. И, конечно, больше финальное видео. Джеки, я здесь. Я здесь. Ты можешь меня искать. Интересно, кстати, вот если Джейк реально появится, покажет ли наконец его лицо? Вот. Меня очень сильно, во-первых, застращали... Мне никто ничего не спойлерил, но меня застращали, что эпизод будет очень длинным. Я, конечно, не знаю, как он получится на монтаже, но то, что я записала его в один день, почти в один присест, я бы его записала, если бы не приходилось постоянно отвлекаться на... 3 в ряд. Это приятно. То есть я думала, что он будет больше, я думала, что он будет дольше, так что классно, что оно все выйдет в одном видео. 3 в ряд не такие страшные, честно. Вот, но хотя, возможно, они стали не такими страшными, потому что я 20 евро на это все потратила. На всякий случай я там два раза покупала увеличенные алмазики, и если вдруг у меня не получался уровень, несколько уровней пропускала там, чтобы все это как-то побыстрее. Вот, 20 евро на это потратила.
Поэтому обязательно, я надеюсь, что вы смотрели это видео с VPN, потому что, это не окупится. Немножко раздражали 3 в ряд, но просто потому, что в Duskward, я знаю, была функция, что ты можешь все необходимые для эпизода игры сразу пройти за один присест. И мне это очень нравилось. То есть тебе не нужно было постоянно так прыгать вот между... Это, по-моему, только первый эпизод я как-то записывала, или второй. Да, первый, наверное. Когда я прыгала от 3 в ряд обратно к сюжету и так далее. Здесь это не очень удобно, но это не очень удобно в плане того, что, понимаешь, если бы, наверное, я просто играла, не записывая, было бы как-то полегче. Из-за того, что нужно записывать, то включить, все включить, то разряжается, потом отойти, снова вернуться, это немножко муторно получилось, но не так страшно. Возможно, потому что я уже отвыкла все это делать, и мне показалось, что легче. Вот. Ребята прикольные. Вайлет не очень пока раскрылась, Эш, с ней все понятно, Эрик и Чарли мне понравились, Эрик там, понятно, он еще тот балабол, вот, наоборот, Чарли тот еще балабол, точнее, не то, чтобы балабол, но любит потрепаться, вот. Эрик тоже такой интересный парень. Я, наверное, воспользуюсь путешествием во времени, может быть, я посмотрю, какие там еще есть достижения, вот, но... Концовка мне понравилась. Она такая затравочная, что типа, я проходила, я тебя найду. Я уже улыбаюсь 32 зуба. Хотя у меня их не 32. Это было здорово, это было прям так excited. I got very excited. Вот, наверное, пока все. Если будут еще какие-то мысли и реакции, я, наверное, поделюсь у себя в телеграм-канале. Вы можете подписаться, ссылочка будет в описании под видео. Обязательно делитесь, во-первых, мнением, как вам вообще первый эпизод, как вам линия, что было у вас в первой проходке, что там совпало, не совпало. Вот. Надеюсь, что вам очень понравилось. Спасибо большое, что смотрели. И не забывайте ставить лайки, комментарии, подписки. Все вот это и VPN, и пока!